Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим поздним вечером вторника вы настроились на волну шума и готовы хорошенько сегодня пошуметь. Всем большое спасибо, что дождались прямого эфира и дождались нашего с вами общения. Потому что на самом деле о чем говорить есть. И очень глобальные, тектонические вещи, они просто упаковываются в какой-то сюр, в какую-то неимоверную реальность, во что-то, собственно, такое несусветное. Но обо всем об этом будем с вами беседовать в комментариях, потому что шум — это проект тот, который призван давать возможность высказаться. Я очень благодарен всем тем, кто поддерживает канал. QR-код, который видите на экране, это можно поддержать канал, и там, соответственно, что-то хорошее, доброе написать. Также всем большое спасибо за суперчаты, суперстикеры, за спонсорство, за вот любую форму поддержки. И, конечно, самое главное — это ваш лайк и хороший, добрый комментарий. Собственно, ради комментариев здесь мы и общаемся, и, собственно, пытаемся понять, что вообще происходит. Америку пытаемся понять, Украину пытаемся понять, и смыслы этой войны, которая закручивается по правилам Буравчика просто глубоко и надолго, и прям впивается в головы. Но обо всем по порядку. Начать наш сегодняшний шум я предлагаю непосредственно с ваших, так сказать, голосований. Да? Опрос у нас следующий. Кто больше хочет закончить войну немедленно? То есть взять и закончить. Кому хочется больше? И варианты ответов. Значит, Зеленский, Путин, Трамп или народ через слэш народы. Это принципиально важно, потому что все-таки воюют два народа, а у нас, знаете, как принято. Вот украинцы, вот россияне. Все-таки эта война, это такой очень тяжелый объединитель. Это даже не столько объединитель, это, ну, я считаю, достаточно большая веха в истории украинского и российского народов, поэтому такой вариант. В общем, голосуйте, друзья. Спасибо большое, что уже проголосовали там 400 голосов. Традиционно наш шум начинаем с игры в города. Правила простые. Ставите лайк, если слышите понравившийся город, или тот, с которым вы рядом, или даже свой. Вот Ялта шумит, и это здорово. Значит, Ялта — это город счастья, уточняет пользователь. Шалом из Хайфы. В Хайфу шалом. Шуя шумит. И люберцы шумят. Спасибо, Александр, за программу. Спасибо, Иван, за то, что смотрите Сибирь. Значит, с нами тут пишут, что Сибирь — это наказание. В общем, Рига шумит. Не шумит, а просто смотрит. Орел с нами. Алматы шумит. Станица Луганская. Алушта. Хмельницкий, юго-западный округ. Меджибожа. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И вам. Днепр шумит. Ох, в Днепре сегодня было громко. Тяжелейшие прилеты прямо в центре города. Герани разлетались. И действительно, ну, 12-15 уже, и один погибший, и 15 раненых. Об этом тоже будем говорить. Луганск на связи. Ашхабад с вами. Спасибо большое. Литва, Харьков, Бердянск, Кривой Рог, Волгодонск, Горловка, Лемберг, Львовская область. Шумит Донецк с нами, и медовый город Мелитополь с нами шумит. Ульяновск на связи. Красный Лиман тоже. Спасибо большое. Тверь. Привет из Твери. Кривой Рог. Гиттен-Абенд, Берлин. И вам, Гиттен-Абенд. Махачкала, тоже Закарпатье с нами. Куряне шумят. И Тернополь, и Ульяновск, и Салоники, и Запорожье, и Бердянск, и Великие Васюки. И даже Сураж, и Одессочка тоже шумит. Ох, у вас мокро там в Одессочке. Ох, какие-то прям библейские сюжеты распространяются. Плывет и шумит Одесса, что называется, действительно. Гамбург, Зубцов, Тюмень, тут Сочи, Симферополь. Гродно, привет в Гродно, Шуйский шум. Молдова, Бельцы, Ростов-на-Дону, Елец, значит, Пенза. Минск, Московская область, Новороссийск здесь, и Любляна из Словении тоже, и Тутаев, Тутаев. Слушайте, а где это Тутаев? Интересно, что за населенный пункт. Череповец, Челябинск, Питер, Иваново, город невест шумит. Привет невестам в Иваново. Сицилия, Цюрих, Чуприяновка, Москва, Гамбург, Курск. Спасибо большое, друзья. И Киев ждет шум. Таня, вам раз ждете, тогда давайте начинать, что называется. Всем большое спасибо за то, что уже поставили лайки. И, конечно, в Кишинев большой привет. Ростов, Батя, Воскресенск, Дрезден. Спасибо огромное за то, что на связи, за то, что сегодняшний день, конечно, мы обсудим под разными углами, но настроение достаточно тревожное. Тревожное, исходя из какого-то подозрительного молчания Москвы.
Ох, какое подозрительное. Хотя вроде и заявлений достаточно, и комментирует все, что не попадя. Но день сегодняшний политически сделал Трамп. Это просто что-то. Значит, сегодня был очень крутой сейшн. Ну как крутой? Его пытались сделать крутыми. Сегодня собирали всех генералов. Они слетелись отовсюду, с разных направлений, с разных баз. Самые крутые генералы. Вот самый сок армии, да, элита армии. И они как бы слушали Трампа. Слушали его цели и задачи, и Трамп перед ними выступил. На разогреве был Хексет, который проводил политику партии, такой, знаете, политрук, говорил о том, что толстых генералов быть не должно. Хотите бороду, солдатушки, вперед в спецназ, а так давайте по форме. Все должны быть мужчины, никаких женских платьев, ничего вот этого всего. Значит, мы сильные, мы мощные, такой полуаутотренинг и такие посылы, да, что вот эти все там трансгендерные штуки или какие-то там инклюзивность всякого рода в армии теперь отменяется. И наоборот, все заточено на мощь, силу, физическую выдержку, всем сдавать нормативы. Ура, товарищи, вперед! Выступление самого Хексета выглядело, ну так, своеобразно. На медне Хексет попал в такой очень, в прямом этого смысле слова, просак, да, вот он там пытался овладеть скейтом в кроссовочках и получил по своим Фаберже. Женщина там еле-еле, скажем так, сдержала эмоции, которые там на этом видео. Получивший по Фаберже Хексет, он как бы предварял речь Трампа. Тот вышел и выдал на гора. Вот все, что думал, все, что знал. Значит, многие такие моменты, многие посылы все отметили, но я предлагаю серьезно отнестись к словам Трампа. Я предлагаю все-таки понять, зачем вообще нужно было это мероприятие, и, собственно, разобраться, так, а что нам говорит Америка? Нет, я понимаю. Сейчас и все шумят в интернете о том, что Трамп пересказывал там, ну, опять в который раз сказал, что сильная Америка способна усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Ну вот, мы сильные, если бы мы были слабые, они бы не брали от нас трубки. Ну, такой чисто американский подход к жизни, как-то не брали трубки, да, ну, тем не менее. До этого просто Байден не звонил никуда и ни с кем не встречался и так далее. Ну, не в Байдене речь. Понятно, что это Байден развалил армию, понятно, что это Байден отдал все оружие, теперь у Соединенных Штатов Америки не хватает, это речь Трампа. И все это, в общем, приправлено тем, что у нас мы самые мощные, самые великие. Но к чему готовятся? Неужели к войне? Американцы действительно говорят, что мы самые крутые, самые яркие. Россия у Америки на этом выступлении Трампа была определенным триггером. Триггером, прежде всего, военной мощи. До этого, днем ранее, все обсудили о том, что, в общем, Хамас было предложено 20 пунктов Виткофа, ну, как Трампа, да, Витков их готовил, 21, получилось 20, и Нетаньяху как бы кивает гривой, говорит, да-да-да, Катар, алло-алло, извините, пожалуйста, за этот удар по переговорщикам, больше так делать не буду, и, в общем, давайте, Трамп, ты молодец, вперед из песней. Ну и Трамп такой весь окрыленный, сейчас я закончу войну на Ближнем Востоке, говорит, все теперь будет зависеть от Хамас. И ровно перед своим выступлением перед генералами так и говорит, если Хамас откажется, то будем воевать. Судя по всему, воевать будут, потому что прям к вечеру сегодняшнего дня, вот перед шумом буквально, мы в прямом эфире сейчас, разлетались заправщики, разлетались самолетики военно-транспортные в сторону Ближнего Востока. И это что-то да означает. Противоречивая информация касательно Хамас. Они согласились или не согласились, потому что разная пресса в начале там, дня сегодняшнего писала, что в принципе они думают. К ним почтовым голубем летит текст этого соглашения. Даже сегодня анонсировали еще одну встречу в Катаре. Турки там будут, представители Хамас, арабских государств. В общем, они вот собираются и как бы да, склоняют, ну если верить Трампу, что все за, склоняют Хамас к тому, чтобы принять вот это перемирие, которое Хамас лишает вообще всего, ну, разоружает. Им, конечно, дается право свободно выехать, ну, в общем, никакой Палестины не будет под Хамас, да, Палестина будет под международным управлением. И Тони Блэра отряхнули из нафталина и
туда всунули. Это сделал Трамп и Нетаньяху, и получается, что вроде как правительство международное, и, в общем, Тони Блэр. Понятно, что это все породило слухи о том, что Трамп перевербован, собственно, Британией и в вопросах Украины, и в вопросах Ближнего Востока тоже. Однако к вечеру есть сомнения у BBC, что как бы да, как бы Хамас против и откажет по пунктам вот этих договоренностей. Ну, там есть и жирное, конечно, условие медийное, что 1700 отпустят заключенных, там, всех, которые там, собственно, держат Израиль, да, сторонников Хамас, тоже выпустят, и, соответственно, дадут им права уехать, и, в общем, Хамас, чтобы не участвовал в политической жизни. Условия такого мягкого уничтожения Хамас, поэтому, судя по всему, та информация, которая пришла к вечеру, подтверждается. Самолеты летят, будут всех бомбить, а Трамп сказал четко: нет, значит, будем помогать Нетаньяху. Нечто подобное пытается он провернуть и в отношении Украины, но риторика какая-то сумасбродная. Значит, Трамп говорит: Медведев тупой человек, потому что Медведев там чего-то написал про ядерную угрозу, и он отправил одну или две, то есть не знает точно, подлодки к берегам России и, собственно, ответил, да, только упоминание ядерного оружия, вот сразу мы показали зубы, показали всю мощь. А вообще подлодки у Трампа самые что ни на есть передовые, и говорит: мы на первом месте, Россия на втором, Китай скоро догонит, но пока на третьем. Ми на 25 років попереду Росії та Китаю в підводних човнах. Росія, власне, друга за підводними човнами, Китай третій, але вони, знаєте, наздоганяють, вони наближаються. У ядерній сфері відстають, але за 5 років зрівняються, вони наздоганяють. Да, они, конечно, догоняют, и они догонят, и тут как бы гадалки не ходи, но Трамп четко давал как бы такие посылы, что, смотрите, прошлые попередники, они очень и очень разваливали армию, а я помогаю, и ядерный щит или ядерный там ядерное копье Соединенных Штатов Америки я модернизировал, я. Вообще, конечно, отношение к генералам было пренебрежительное. Трамп до встречи и на самой встрече сказал, что, ребята, если вам не нравится то, что я говорю, встали и вышли отсюда. Вспомнили, да, вот это «пошел вон, разбойник». Вот примерно так себя вел Трамп, надменно, свысока, и, соответственно, это сквозило в его речи и по отношению к российской стороне. Говорит, с Путиным встретили, вообще не разобрался он. Говорит, в недоумении Трамп, говорит, встретились с Путиным, все так хорошо было в Аляске. Потом я приехал, они начали бомбить Киев, дроны пускать по Киеву. Я говорю, так мы же хорошо встретились. Так хорошо встретились, плохо встретились. Начал путаться в показаниях Трамп, который окончательно уматывает из Европы, ну как окончательно, не полностью, но существенно, и берет ее в качестве, эту Европу, в качестве спонсора войн и, понятное дело, закупщика оружия. Вместе с этим всем, этой всей риторикой, типа, говорит, Путин, ты выглядишь очень плохо, 4 года, вот эта вот война, ай, Путин, так вот, да? Ты что, бумажный тигр? Сказал Трамп, хотя до этого ему, видимо, немножко советники привели его в чувство. Говорит, Трамп, ты так не говори. Все-таки речь идет о ядерной стране, потенциалах. Путин красиво делает распасовку по ДСНВ. Говорит, ладно, не продлевайте, но мы год будем сами придерживаться. В общем, не надо так говорить. А он берет и говорит. Ну и про Медведева, и про Путина, и вот это все. Я усажу всех за стол переговоров. Но, тем не менее, скоро закончит он войну в Украине. Говорит, тяжело было, я до конца не понимал, но сейчас-то понимаю, насколько это тяжело, но в ближайшее время все закончится. Сказал и даже по дереву постучал. I think eventually we'll get that one done, just like we, in theory, I want to knock on wood, because you never know. Тук-тук. Ну, знаете... It's like we're going to have the Middle East done, which is actually a much harder thing to do. I mean, thousands. Да, конечно, тысячи людей не будут умирать и так далее, и тому и все прочее. Ну, постучал по дереву. Я ожидал, что он плюнет через плечо. Плюнет через плечо и попадет в своих советников. Да, именно в них. В советников попадет. Потому что с советниками происходит какая-то чехарда. Прям с утра западная пресса пишет, что Уитков на волоске, ну или как-то волоске, он выполнил свою функцию и может сматывать удочки. В любом случае, то ли он добьется мира, то ли он мира не добьется, и Трамп будет воевать вместе с Нетаньяху с вот этими развалинами Газа.
Но уход Виткофа — это серьезнейший удар по переговорной позиции и с Россией. Даже элементарно придется просто кого-то нового искать, человека, который будет ездить в Москву и опять по второму кругу по 4-5 часов сидеть с Путиным и слушать о первопричинах конфликта и вообще, чего хочет Россия. Хотя уже всем давно понятно, чего хочет Россия, и конкретно на Западе это видят как белый день. Вот как белый день все понимают. Однако находятся люди, которые хотят войны. Подтвердилось, ну, в общем, если не будет Виткофа, то тогда кто остается, да, вот по Украине? Келок остается. Тот тоже выпал со своими, так сказать, трактовками происходящего и комментировал, внимание, о чудо, сегодня Беларусь. Ну, у него спросили, мол, а что, как вы там? Он подтвердил, да, Беларусь — это канал связи с Путиным. Вот это, кстати, очень интересный момент. При живом Виткофе, который, собственно, все разруливал, хорошая связь с Дмитриевым, долгие встречи, предложения, Аляску организовывали, там, говорят в кулуарах, Аляску организовывали с Виткофом. Но тут выходит Келок на первый план и говорит, будет другой канал. И вот этот канал, ну, такой немножко с гнильцой, который, да, в отношении России, с ястребиной позицией, абсолютно не мирной, как у Виткофа, прокладывают через Лукашенко, который тоже на прошлых выходных 5 часов сидел вместе с Путиным и думали, как выживать. И Келок, ну, должен отвечать. Да? Там, так подождите, вы же санкции сняли против білоруської авіалінії. Почему? Тобто, коли йдеться про авіалінії, вони в основному використовують Боїнг та його запчастини. Бажано, щоб їхні літаки не падали з неба, ясно? То есть, понимаете, ясно вам? Ему конкретно говорят, смотрите, какие-то двойные стандарты. Беларусь же диктаторская. Смотрите, Беларусь же это все. Ну... В общем, в этом ответе на этом Варшавском форуме, мы еще вернемся к нему, очень интересный форум по безопасности в Варшаве. Туда вчера включался Зеленский, там тоже комментировал, что ай, Лукашенко, деды. Лукашенко, кстати, ответил, говорит, полная чушь какая-то, несусветная, а еще и сыном называл Зеленского. Ну, он раньше еще говорил слово «гни». Да, ну, в общем-то, сегодня не сказал, просто как бы отмахнулся от этого заявления и, наверное, правильно сделал, потому что то, что Зеленский делал, это хамство. Хамство, которое мало чем подкрепленное. Но, тем не менее, начали же задавать вопросы, мол, погодите, вы тут на риторическом уровне, все готовы побеждать Россию, она бумажный тигр, в общем, все, беда-беда, мы там растопчем, размажем, а сами-то как бы через Беларусь пытаетесь зайти, да, через Беларусь. И, внимание, подтверждает Келок, что то, что отпускает Лукашенко, ну, вот этих политических заключенных, оно как бы не связано. Они ищут каналы. И вот это выглядело в ответе Келлога, конечно, таком сумасбродном, вот там, тоже на пафосе. Вообще последние дни в медиа просачивается этот пафос западного человека. Мол, мы западники, мы вот вас, мы выше вас, мы круче вас, мы мощнее вас. Эх, вы нас не понимаете, а мы вас. Ну, то есть такая зверхность, да, такая высокомерие такое. Вот это вот все. Но это канал, это взятка. Это взятка. Мотивировано тем, так не надо, чтобы самолеты падали. Представляете, мы делаем услугу Российской Федерации, белорусам делаем услугу, там можно ремонтировать, все как бы через Белавиа, Белавиа может летать по России, это услуга. Далі, бо є ще один момент. Ми обговорювали це на Генасамблеї ООН минулого тижня. Ви ремонтуєте літаки, щоб вони не падали, але і не використовуєте їх не за призначенням. Наприклад, для перевезення мігрантів до Білорусі, які потім перетинають кордон. Ну, таке буває. Тобто ми бачимо, що не вважайте нас дурнями. Але ми сказали йому, полагодьте літаки, використовуйте запчастини Боїнг, і санкції знімуть, але не для поганих цілей. Не для плохих целей, для хороших снимут санкции. То есть это, с одной стороны, как взятка, а с другой стороны, как определенный, ну, такой пряник, что ли, да? Кнут и пряник, но с приправленной вот этим высокомерием США, от которого должны, по идее, были отказаться, но не отказываются представители ну, условного гегемона. Вообще Трамп, конечно, гегемонит по полной. Сегодня сделал заявление, что мы
сухопутным образом будем искоренять наркокартели в Венесуэле. Венесуэла, картели, представляете? То есть они там потопили несколько судов, провели, назначили, понятное дело, там, награду за голову Мадуро, награду за голову министра обороны Венесуэлы. В общем, там нормально, там все, и, в общем, собираются осуществлять сухопутное вторжение, судя по всему, хотя Мадуро и письмо писал, Мадуро и говорит, давайте я вам выдам этих нехороших людей, которые там картелями заведуют. Но пока что видим заявление Трампа, ну, такие довольно громкие, судя по всему, будет СВО Трампа в Венесуэле. Но вернемся все-таки к самому Трампу, хотя у него там ситуация на самом деле очень тяжелая, с точки зрения вообще понимания Трампа. Значит, сегодня прошла новость о том, что Трамп выиграл суд у YouTube после захвата Капитолия, после тех событий. В общем, он и еще там круглая сумма, 25 миллионов, и там у ряда людей тоже, которые это освещали, и вообще выборы, вот это все YouTube признал. Да, мы цензурировали, мы плохие, мы нехорошие, мы проиграли, все, Трамп, получай свои деньги, отстань. Все, дело закрыто. Дело-то закрыто, но у самого Трампа получались такие достаточно серьезные проблемы. Значит, это у вас на экране легендарный человек, который прям, ну вот просто, ну вот символ тех событий, шаман из Капитолия. Так он судится с Трампом, представляете? Причем он подает в суд на Трампа, Израиль, МВФ и также многие другие институции, обвиняет американские спецслужбы в том, что они пытались использовать его шаманские способности для того, чтобы контактировать с людьми вне этого мира, пишет Бильд. Примечательно, что именно Трамп в январе помиловал его после 41 месяца в тюрьме, и этот Джейкоб Ченсли утверждает, что Трамп лично отправлял ему письмо через 2 дня после штурма Капитолия, и Ченсли иск подал, в котором множество несвязанных фигурантов, и компания X Маска, и T-Mobile, и Warner Brothers, короче, на всех подал в суд, и требует оставить в силе только 2 закона: Биль о правах и оригинальную Конституцию США, а также выпустить золотую монету 40 триллионов, чтобы покрыть госдолг Соединенных Штатов. Короче, похоже, что у них там, в Америке, и вот когда вы слушаете Трампа, ну, понятно, что там этот Ченсли, он был сторонником заговора по поводу элит, которые пользуются не совсем красивыми и взрослыми клубничными удовольствиями. Я к чему его показываю? Понятно, что у него там, видимо, он шаман, у него там нашаманило. Так они там все такие. Он подает в суд на всех на свете. Зачем? Он хочет копейку. Он не хочет там истинной Конституции Америки в первозданном виде, Биль о правах. Нет, ему не 300 лет нужны, ему нужны деньги. Деньги, деньги, все ради денег. И это сквозит в этом политической распасовке Америки по поводу того, что кнут и пряник. Ну вот по поводу кнута, да. Обсуждают который день томагавки. Томагавки будут, сейчас, это не просто слова, будут. С чего запускать, не обсуждают. Какие томагавки, тоже не обсуждают. Есть действительно, военные эксперты четко говорят, что есть томагавков много тех, которые надо утилизировать. А лучше утилизирование, процесс утилизации, где правильно, на полигоне Украина. И так, кстати, было со многими видами вооружений. Мы просто как-то не очень обращаем внимание и запоминаем вот эти даже Брэдли, которые поехали, вот эти все, скажем так, там разного рода и сухопутная, и не только сухопутная техника, и F-16 на самом деле старье, те, которые утилизировать дорого, поэтому пускай они сгорят в войне в Украине. И томагавки тоже есть, вот те, которые под снос, под того, чтобы их списали, и, судя по всему, их тоже будут пытаться отправлять или как бы делать вид. Ну, а Россия ответила на томагавки следующим образом. Я думаю, что это результат, прежде всего, давления Европы на Вашингтон. И Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников. Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением. Томагавки американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, в Испанию и в Нидерланды. Остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина это ответственная держава, которая будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно.
Конечно, будет удивительно для всех, собственно, это будет удивительно, безусловно. И как бы все равно все видят, что риторика у России достаточно такая, очень сдержанная, даже до сих пор. Ну, может, Медведев завтра утром чего-то напишет Трампу, ну, так сказать, его немножко, ну вот, таким образом каким-то, да, вот, зацепит или уколет по поводу ядерного оружия или всего, хотя, думаю, вряд ли, потому что у Медведева вот эти все посылы, даже там самые дерзкие и резкие, они контролируемые, они все под контролем. The Telegraph сегодня, кстати, о контроле, выпустила материал, где со ссылкой на неких чиновников предоставила нам для размышления вот такую карту. Значит, о чем речь? Это, ну, как бы ответ Запада на то, чтобы закрыть часть Украины, вот это, видите, зелененьким, да, это закрыть часть Украины средствами ПВО. История стара как мир. Это у нас только может Сибига, да, вчера выходить и говорить, с одной стороны, противоречивые вещи абсолютно. Говорит, с одной стороны, да, это там, мы будем доставать любую точку России, поэтому прячьтесь, везде будет небезопасно. С другой стороны, мы хотим закончить войну до конца года. Ну или как, рассчитываем, да, закончить до конца года. И все думают, подожди, а как? А как ты собираешься закончить войну? В смысле? Ты угрожаешь любой точке России, и на этих позициях хочешь закончить. Так, а у России ты спросил или нет? Ну, по поводу Сибиги тут ну, появляется вот эта карта, да? Карта фактически такого своеобразного раздела Украины. Получается, то, что мы контролируем, то, что мы закрываем ПВО, то наше. Да? То, что там оранжевенькое, то поэтому будем договариваться. То, что не оранжевенькое, это как бы российское. Не будет чертить границы Россия в Украине, заявлял на Варшавском форуме Зеленский. Чертить, может, не будет, но по факту это уже делает Запад. Орбан, конечно, плюху отвесил такую несусветную, говорит, слушайте, Украина вообще не отвечает за себя ни в каком виде, ну в каком плане за себя. Украина не независима, она зависима полностью. Мы только прикрутим финансирование, и все, не будет Украины. Кончится. Такие достаточно жесткие слова. С Орбаном вообще, конечно, драчка. И по поводу этих беспилотников, которые увидел Зеленский, говорит, вы там выслеживали, наводили цели российские ракеты. А те говорят, вообще были ли эти дроны? В общем, такая чушь, да? Но подогревается градус. Многие не понимают, зачем. Все просто. Под реформу Евросоюза. Зачем она нужна? Да все просто. Просто потому, что реформа эта нужна для того, чтобы неважные страны в Европе, давайте на Европе остановимся, про Америку так немного поговорили, неважные страны отодвинуть от корыта, давать им крохи, зарабатывать, отмывать, откатывать, держать в стойле и связанными, со связанными руками, связанными вот эти отношения Евро-СССР, которая превращается в Евросоюз, потому что Урсула сегодня опять 2 миллиарда на дроны выделила. Опять и снова летали беспилотники. Более того, к моменту нашего эфира, там западная пресса, немецкая конкретно, пишет о том, что транспортный военный, самолет обстреляли, представляете? То есть у нас уже есть провокация. Дроны летали, непонятно, никого не трогали. Все очень сильно взбудоражены были, а тут обстреляли самолет военный, натовский. Ничего себе. Кто это мог сделать? Конечно же, русские, или там диверсанты, или еще кто-то. Причем тема о диверсантах уже всплывала, да? То есть россияне говорят о том, сегодня говорили о том, что будет какой-то десант в Польшу, причем полк Калиновского, Легион Свобода России, как бы белоруссо-россиянский такой, да, десант, и они там чего-то захватят, подорвут какой-нибудь там объект инфраструктуры и, собственно, развяжут эту войну. Украина говорит, нет, это вы пойдете. То есть она говорит, что нет, этого нет. Нам разведка говорит, что подобных планов нет. Это все клевета. Они говорят, вы будете так делать, поэтому так говорите. В общем, как в детском саду, два мальчишки подрались и друг на друга пальцем показывают. Вот это мы видим. Но это уже конкретная провокация. Почему так происходит? Потому что Венгрию с правом консенсусного решения, там, словаков, которые там решили вчера, и парламент Словакии вынес такое мощное решение, говорит, теперь национальное законодательство в приоритете над законодательством и директивами Европейского Союза. Так вот, их надо отодвинуть, чтобы они рот не открывали и не мешали
там глобальным игрокам, ну вот, по-своему каким-то образом держаться. Самое интересное, что это такой процесс, да, когда там думали, что придут за тем, потом пришли за этим, а потом в конце концов я молчал, и там я молчал, а потом пришли за мной. Поляки тоже дерзкие. Они бандеровский закон вводят, ну тот, который запрещает идеологию, и там серьезно можно присесть. Они ограничивают, подкручивают мигрантские свое законодательство. 10 лет теперь в Польше надо прожить, чтобы претендовать на гражданство, было 3. Ну и так далее, и так далее. То есть следующий, даже Орбан с Туском поспорил. Причем с Навродским спорить не надо. Сегодня вышел материал о том, что он как бы... А как это правильно? Слушайте, я не знаю. Ну, вот эти никотиновые мешочки, этот снюс, да? А как его... Ну, закладывают, наверное, да, за губу, правильно? Закладывают. Ну, не сосут же, ну, вот закладывают. Он говорит, бросать не собираюсь. Значит, все такие умные, значит, там, курят сигареты, сигары в приличных обществах. А вот я вот такой новый законодатель мод. Сели такие на диванчик, тоже как обычно там закурили по сигарке, да, дипломатия, все это, антураж, вот это все, там эти ножи отрезали. А тут сели вдвоем с кем-нибудь там, с коллегой, закинули под губу и сидим общаемся. Типа, да, покуриваем, не слышно. Он и на Генассамблее на прошлой неделе тоже забрасывался. И вообще, говорит, я с Пилсудским разговариваю, спиритический сеанс у меня, поэтому, в общем, не переживайте. С ним бесполезно. А вот Орбан закусился с Туском и говорит, ребята, говорит, вы тут рассказываете своим, что вы воюете с Россией, а мы, венгры, мы с Россией не воюем. Тю-тю-тю. То есть Орбан вообще четко как бы расклады дает. Да? Он может и Трампа отбрить. Пересказ в венгерской прессе, конечно, умопомрачительный. Значит, расскажите, как там, что. Говорит, сижу, кушаю, ужинаю, сижу, так сказать. Да? Тут звонок. Трамп говорит, все, отказывайся от российской нефти. Я ему спокойно отложил ложку, спокойно объяснил, все как, отстоял национальные интересы. Мы друг друга поняли, потом я сел, доел лечо и пошел с женой спать. Ну вот как-то так. Да? Ну, нормально рассказал. Так вот, эти страны не нужны. Эти страны маленькие, неудобные. Вот это все не надо. Надо, чтобы все колебались по линии партии. А какая линия партии? На этом Варшавском форуме по безопасности сегодня выступил Столтенберг. И в принципе нам раскрыл все, що від этих європейців нужно. Радий, що багато країн із союзників НАТО посилили підтримку хоробрих українців. Як міністр оборони знаю, мільярд Україні чи обороні – це мільярд менше на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру. Але пам'ятаймо, найбільша ціна – дозволити Путіну перемогти. Тому мусимо взяти на себе витрати, заплатити за мир. Радий, що ми можемо зустрітися тут, обговорити виклики, знайти спільну мову та рішення. Вшануймо генерала Пуласького не лише словами, а й діями, надійною обороною, підтримкою України, захистом демократії. Ну, короче, понятно, это автоперевод. Смотрите. Ну, уважаемые европейцы, давайте как-то, да, меньше кушать. Меньше там. Вот да, мы понимаем, это же голос глобалистов. Это же голос, это же вот она суть. Это от этого человека мы слышали там про двери в НАТО открыты. Это он же был перед Рютте. Это же он всю эту войну. Он говорит, воевали за счет Америки. Ну, как бы, да, на украинском фронте. А теперь, говорит, родные, здравоохранение заберем. Там, социалка заберем. Какие-то еще заберем. Но это цена войны с Путиным. Путин во всем виноват. С Путиным надо бороться. Давайте, расчехляйте карманы и не ворчите, потому что это цена нашего мира. Мир они продают вот так. Через то, что забирают денежки.
прокручивают их, отмывают, сплавляют на полигон Украина, что-то где-то, стена дронов, ну и так далее. Вот эти несусветные проекты. Европеец должен заплатить за эту войну в Украине. А европеец как бы не очень хочет, потому что, ну, ситуация своеобразная. И расчет там на каких крупных игроков, да? Кто в Евросоюзе? Британия? Ха-ха-ха, нет. Там могут только вот это вот интриги, там могут только вот эти все моменты, там какие-то дроны помогать делать, диверсии, спецслужбы, король может уговаривать Трампа переметнуться на другую сторону. Там другая немножко игра. Это Франция и Германия. Но понимаю, что у нас сегодня не такой большой шум, не такой объемный, но я вот после этой речи Столтенберга, да, экс-главы НАТО, очень хочу хотя бы немного, да, хотя это объемная и очень правильная речь, поставить Алис Вайдель из Германии, вот это вот лидера АТГ. С французским президентом Макроном, который еще глубже увяз в трясине государственного долга, и с британским премьером Стармером, которого уже не хотят видеть даже свои собственные граждане, вы нашли себе единомышленников по духу. Ваша коалиция желающих – это коалиция неудачников, прижатых к стене и играющих со спичкой у пороховой бочки. Вы саботируете усилия президента США Дональда Трампа быстро положить конец украинской войне. Я не удивлена, что вы смеетесь. Вы поощряете украинского правителя Зеленского сопротивляться болезненному, но быстрому завершению войны сотни тысяч смертей. Вы раздуваете надуманную угрозу грядущего российского нападения, чтобы получить предлог для своих оргий из долгов и расходов. Вот, смотрите. Речь достаточно большая, там еще может, минутку послушаем. Смотрите, четко, я хочу, чтобы вы обратили внимание на мимику, я хочу, чтобы вы обратили внимание, как она работает с аудиторией Бундестага, и что она конкретно говорит. Вы хотите продолжать вот эту оргию из долгов и расходов, вот это вот сумасбродство. Надо где-то брать деньги. Значит, ковид, оно, вот эта зеленая повестка, оно, вот эти все там инклюзивности, всякие штуки, небинарности и вся остальная вот эта история, да, это оно. Это то, на что надо выделять деньги, с пеной у рта защищать, рвать рубаху на своей груди и тянуть. И тянуть. Всем запудривая мозги и вбивая в голову, что ну это же так надо. А пока люди верят в это, нужно зарабатывать деньги. Проблема в том, и главная мысль вообще этой всей возни, что Украина и война здесь против России, ну в Украине, это новый проект. Европа подходит к этому как к новому проекту, который тянет деньги. Я приведу простой пример. Вы слышали неоднократно, наверное, в разных, если вы зритель давно, если вы подписаны на канал, с разными экспертами, спикерами, мы сравнивали Украину, войну в Украине с пандемией. Но пандемия резко закончилась. Резко закончилась для всех. Все ахнули, как резко она закончилась. Причем, ладно, в Украине. Понятно, что ты в бомбоубежище или во время там ракетной атаки, или ну, ты как бы уже... в общем, тебе не до... Ты не спрашиваешь у человека, а ты вакцинирован или не вакцинирован? А покажи сертификат в ДИЕ. Помните, такое было? Покажи сертификат. А я не пойду с тобой в одно убежище. Или пошел вон из бомбоубежища. Нет, война все списала. Сейчас новый проект. Проект войны с Россией намечается, но исключительно как проект. И проект, который может закончиться по одному щелчку пальцев, когда денежки... Урсула, кстати, фон дер Ляйен так и не ответила. Ее там до сих пор идут разбирательства по поводу трат на время на вакцины, на время пандемии. Так вот, это все деньги, это все денежный проект. И вот это Алис Вайдель об этом говорит прямо, открыто с трибуны своего парламента.
Этой военной риторикой вы рискуете эскалацией войны на Украине до неконтролируемой мировой войны, которая могла бы уничтожить нашу страну. Ваш министр обороны, господин Писториус из СДПГ, особенно бесславно проявляет себя в этой политической игре. Вместо того, чтобы восстановить боеспособность Бундесвера, он играет в военного министра и связывает дебаты о призыве с образом врага России. Господин Писториус, призыв существует исключительно для того, чтобы обеспечить способность армии к защите страны, без которой государство во внешней политике не воспринимается серьезно. Мы никогда не должны допустить, чтобы наши молодые мужчины и сыновья умирали в легкомысленно развязанной войне на Украине. Вот. Вы понимаете, в чем дело? А все к этому идет. К этому вот эта тема с призывом в Бундесвер. Не к тому, чтобы там армия серьезно воспринималась страна, а к этому, чтобы отправить в Украину. Ну а почему? Ну, смотрите, это кажется сейчас, ну это же окна Авертона, они расширяются. Набрали призыв, подготовкой занялись, вон дроны научились сбивать, еще что-то. А вдруг кто-то захочет в Украине повоевать, а что нет? Добровольцы, их и так полно. И колумбийских, и польских, и разных других. Ну, как наемники. Но понятное дело, что на уровне государства ты не обеспечишь такой большой приток живой силы на фронт. Она из украинцев, она кончается. Значит, нужно замутить движ в Европе, чтобы был ручеек полулегальный, законный, поддержанный, ну, официально, но так, чтобы не влезть в войну, не вляпаться, но чтобы люди прибывали в Украину. Этого и хочет Зеленский. Но раньше он был глуп. Раньше он говорил, вводите войска, вводите контингенты. А сейчас вот что вскрывает Алис Вайдель. Никогда. Откажитесь от этого заблуждения. Наша страна должна сосредоточить оставшиеся экономические и финансовые силы на том, чтобы снова встать на ноги. Германия снова встать на ноги. Понимаете? То есть у них беда. Ну, по сравнению с той Германией, которая была, да, вот там времен той же Меркель, да, хотя там тоже спорная фигура, но тем не менее, они должны встать на ноги, у них серьезные ущербы. Сегодня из Польши, как бы там поляки не хорохорились, Сикорский не говорил, что орден даст вот этому Владимиру Ж, которого поймали, да, и Польша отправляет, экстрадирует его в Германию. Это тот, который, как пишут, да, как утверждается, украинец, который нырял и был в этой группе подводников, чтобы взрывали потоки. Северный поток – это грандиозные ущербы. Тарифная политика Трампа, грандиозные ущербы, переезд, закрытие там химических гигантов, автомобильный кризис, да, немцы, переезд в Америку предприятий. Это ужас. Им надо реально вставать на ноги, немцам. Ссылкой для этого является прочный и реалистичный проект федерального бюджета. Альтернативный бюджетный проект нашей партии доказывает на примере тысячи предложений, что это возможно, что это может быть профинансировано. Мы предлагаем существенные сокращения в Фонде климата и трансформации, в выплатах гражданского пособия, в помощи развивающимся странам, в платежах в бюджет Евросоюза, в поставках оружия и во множестве ненужных государственных расходов. То есть вы понимаете, почему такая... ну, почему там Элис Вайдель, это, да, она, ну, скажем так, вот настолько ненавистна в этих глобалистических кругах. Что они предлагают сделать с бюджетом Германии? В Европу денег не давать? В смысле, как зеленую повестку отменить? Вы чего? Пособие мигрантам не платить? Конечно, ненавистно АДГ. Ужас, что говорит. Поэтому обструкции надо их как бы подвергнуть. Но есть же эти голоса. И я специально вот уделил время Вайдель, потому что она смотрится уверенно, четко. Она набирает. Пока вот этот Мерц, который сегодня я, конечно, ржал. Кто подписан на телеграм-канал, это, конечно, ужас. Говорит, бросил пить. Мерц. В завязке. Алкоголик в завязке Мерц
признался, что такие времена сложные, надо бросать. А так любил хряпнуть. Мерц, второсортный канцлер, которого со второго раза приняли впервые в истории Германии. Вот как-то так. А что Украина? А какие планы в Украине? Кулеба. Ой, Кулеба, конечно, да. Кулеба, конечно, выдал. Кулеба сегодня разошлось его интервью обозревателю. И он там выдает очень интересные сценарии. Говорит, их два. Так вот, экс-министр иностранных дел говорит, что потеря части территории страны – это оптимистический вариант. При этом, если она присоединится к этой Европе, вот этой Европе, которую мы сейчас обсуждаем, говорит, у меня есть только бессрочный оптимистический сценарий. Украина выживает в этой войне как государство, выходит из нее сильнее, окровавленной, но как государство, как нация сильнее, возвращается в западный мир, откуда нас украли 300 лет назад. Ха-ха-ха. 300 лет назад украли кого из западного мира? Какую территорию? Австро-Венгрии? Ну, или какую-нибудь там, ну, тоже 300 лет назад, да? То есть, в каком там... У Польши украли. У Польши, ну ладно, не будем спорить с Кулебой, украли из западного мира какую-то Украину, которая 300 лет назад называлась, так не называлась. Ну, спросите давайте у историков. Ну да ладно. Так вот, значит, без юридического признания потери территорий мы заканчиваем войну и тулимся к Европе. После этого два пути развития событий. Первый – датский или финский сценарий, когда обе страны потеряли свои территории, но смирились с этим и начали строить государство в изменившихся границах. Я не сторонник такого сценария, но это исторические примеры, когда народ и элита принимают такое решение, подчеркнул Кулеба. Второй путь – это азербайджано-армянский, когда территории пытаются вернуть военным и дипломатическим способом. С этим Азербайджаном, конечно, помешались все, помешались до ужаса, помешались в неимоверном неистовстве. И я, если честно, в шоке, насколько сильно помешались. Все хотят быть как Азербайджан. Так Россия не Армения. Ну, тоже странные ребята. Ядерное государство Армения. Второе, если верить Трампу, государство по подводным лодкам. Армения. То есть абсолютный пропагандистский чес. Но если мы заговорили о пропагандистских чесах, то по поводу этих всех сценариев, да, кто к чему идет, Гордон вышел поговорить с Дашей Счастливой. Украина вернет себе все территории, а возможно пойдет и дальше, ведь российская экономика практически разрушена. Скоро россияне поймут, что нет бензина, а все деньги идут на войну. Это цитаты Трампа. Дмитрий, а давайте в этом разберемся. Я бы хотела начать с цитатов «Украина вернет себе все территории, а возможно пойдет и дальше, ведь российская экономика разрушена». Значит, она бы хотела бы начать, и Гордон начинает. Ну, как бы, Даша, конечно, счастливая, что у нее Гордон, но Гордон тоже как бы в хорошем настроении. Да, прекрасные слова. О чем говорит Трамп? Трамп говорит о том, что, учитывая состояние российской экономики и учитывая помощь, которую оказывают американцы своим оружием на европейские деньги Украине, он говорит о том, что недалек тот час, когда Россия не сможет в силу своей финансовой и экономической немощи удерживать захваченные территории. О как! Значит, сегодня же день вот этого воссоединения в России, да, то есть это день, когда были проведены референдумы, которые не признает Украина, считает их незаконными и, ну, правильно делает с точки зрения войны и своей, давайте откровенно, опять-таки, с автоматчиками ходили там по домам, вот эти бюллетени о присоединении. Понятно, что многие выехали с этих территорий и не могли проголосовать. Но сейчас там другая история намечается, да, все же познается во времени, в пространстве и времени, и в сравнении. То есть походите с автоматчиками и выберите президента на территории Украины. Ну, время уже подошло. Давайте. Ну, Зеленский говорит, перемирие надо. При всех там, скажем, моментах, совершенно разных, Россия во время войны и выборы Путина провела, да, и раньше еще референдумы, когда били по вот этими Шторм Шэдоу, по Центральной избирательным
комиссиям регионов, да, там, где считали, по избирательным участкам, там даже там этого Сальдо, по-моему, ранение получал, кажется, да, то есть, которое сегодня говорит о том, что давайте проведем референдум, ну, и на подконтрольных, и не подконтрольных территориях, в общем, почему нет, давайте попробуем хотя бы. То есть, там хоть что-то было. И вот в контексте этого дня, да, вот очень интересно звучит, смотрите, придет время, Россия настолько истощится, что не сможет удерживать эти территории. Слушайте, на удержание захваченных территорий нужны большие деньги. Даша, если у них нет бензина уже в целом ряде регионов, если все деньги ушли на войну, если они повышают налоги, провоцируя этим, кстати, недовольство своих не только элит, но и простых людей. Ну, давайте так, ну, Авдеевку они захватили. Груда песка, щебня и раздолбанных бетонных плит. Ну, Авдеевку взяли. Ну, что они взяли? Там, значит, Бахмут, допустим. А что они с этим делать будут? Так а что Украина будет с этим делать? Вот смотрите, тут же, опять-таки, вот в этих всех вещах нужно задавать встречные, как бы зеркальные вопросы. Что будет делать с этим Украина? Восстанавливать в долг? Долгов выше крыши. Деньги нужны, кто-то даст... Смотрите, гипотетически, Украина забирает Авдеевку назад. Груда щебня. У Гордона эта груда щебня, если окажется под флагом Украины, назад, да, она же превратится в, ну, там, райский сад. Мины никто не будет видеть, разрушений тоже никто не будет видеть. Я у себя в телеграм-канале Доброполье показывал, там, где идет наступление. Ужас. Ужас. Добропольское контрнаступление. Это территория прифронтовая, понятно, да, на территории подконтрольная ВСУ и официально киевской власти. Там кошмар. И когда ты смотришь, смотрите, то есть дай бог, ну, чтобы фронт не двинулся дальше, да, думают многие там украинцы. И смотрят на Доброполье, которое под украинским флагом. А там жизни нет, потому что война. Потому что война. Но у России не хватит денег, и она будет терять территории, и ей, ну, нечего делать с вот этой Авдеевкой, с там Угледаром и прочим. Скажите, а что они будут с этим делать? Ведь на это нужны деньги. А Крым что, прибыльный? Крым убыточный и всегда был убыточным. А где деньги на него надо брать? Из бюджета Россиюшки. А если бюджет трещит по швам? Им нужно удерживать захваченные территории. Но они свои территории не могут удерживать. У них... Подождите. То есть они захваченные нужно удерживать, а свои они не могут удерживать. Там Сахалин отсоединился вроде, да? Калининград. Калининград, наверное, захотел в Евросоюз. Или к Балтийским тиграм присоединиться. В смысле не может удерживать. Хотя, ну, мне знакомые рассказывали, что да, действительно, слушайте, там разительная разница в уровне жизни. Понятно, что Калининград тоже там, да, ну, Кёнигсберг, да, в прошлом, но тем не менее, как-то, подождите, удерживают. Более того, речь идет о том, что ну, там, в учениях Запад пытается его захватить, представляете? А когда ты пытаешься, ну, строишь планы, чтобы захватить, то это автоматически отбивает напрочь вот этот тезис, что они не могут чего-то удержать. Если бы они не могли удерживать свои территории, то, ну, кто-кто, а Калининград уже первый бы пошел по вот этому пути. Разруха. У них неремонтируемое десятилетиями ЖКХ. Трубы гнилые, еще с времен Советского Союза не отремонтированные. Лифты не замененные, бараки не расселенные по всей России. Огромное количество хрущевок, а еще раньше строили бараки страшные, жуткие, невозможные для жизни, в которых продолжают жить миллионы людей по всей России. А Сибирь и Урал, огромные... Как-то несчастно, Даша счастливая, слушайте. Бедные русские, как они там живут? Территории, где живет всего и Дальний Восток 14 миллионов россиян. Всего. И китайцев уже очень много. Как эти территории удерживать? Что уже говорить об оккупированных, наполовину разрушенных территориях? Поэтому Трамп имеет в виду, что если экономика их загнется, а к этому все идет, у них не будет денег на удержание захваченных территорий. И эти территории, само собой, вернутся в состав Украины, которая будет сильной, считает Трамп. А где мы слышали от Трампа, что Украина будет сильной? На генассамблейском или вот там посте, или встрече? Ну да ладно. Будет сильной и будет. Потому что что? Правильно, будут добывать ископаемые, потому что вот это вот все. Ну, а россияне все идут, как говорится, и идут.
И идут, и идут. И Минобороны Российской Федерации все публикуют и публикуют новые села. Публикуют и публикуют. Вот, собственно, очередные бои, да, демонстрируют ведомство обороны России. И вот эта груда камней и щебня, это возле Ямполя, да, на северском направлении, ну вот там, в Донецкой области. Заречный называется, ну а по-старому Кировск, это Донецкая область. И вот демонстрируют, как вот проводят операцию, там дроны летят, все, в общем, бомбежки. Вот смотрите, за какие хаты идет борьба. И вот эти вот флаги, которые они вывешивают. Вот, с дрона, видите как? Вот таким вот образом. Вот это все и, собственно, освобождается. Вот. Вот это населенные пункты. С дрона, почему не из-за обилия российских флагов, которое, понятное дело, там, тут дело не в то, что там поиграть во флажки. Здесь дело, и демонстрирую я здесь эти кадры, потому что, ну, чтобы просто понятно было, да, идет там дорога, улочка с хатами, поле, еще какая-то улочка. Вот такие населенные пункты достаются вот таким вот путем и, так сказать, сносятся, перемалываются этой войной. Это Украина, которая побеждает. Нам же как говорят, Украина побеждает. Вот мы видим, собственно, бои в таких небольших населенных пунктах и которые заходят. Зеленский рассказывал нам о том, что да нет, эта программа так пишет, там 3 человека зашли, на самом деле карта закрасилась, у Трампа что-то появилось, у европейских партнеров, а их потом выбьют. То есть населенные пункты не сохраняет Украина, понятное дело, населенные пункты не сохраняет Россия. Идет как бы разбитый населенный пункт. Если населенный пункт разбит, то в чем проблема его удерживать? Ну вот тоже логика. То есть удерживать, это имеется в виду что? Не хватит денег в российском бюджете платить налог, платить с налогов, да, собирать налоги, платить зарплаты бюджетникам, все остальное. Так бюджетникам сейчас, во время войны, платит Европа и западные партнеры. Европа и западные партнеры платят. То есть абсолютная чушь. Если там ничего нет, то там наоборот это как бы край для инвестиций. Точно так же это касается и Запада, и точно так же касается и России. Значит, надо приехать, чего-то соорудить, обезопасить территорию и что-то построить с нуля. Там никто не будет уже, собственно, восстанавливать то, что было. Там будут строить с нуля. Причем Запад на территории, которая будет, это окрашена под зоной ПВО, да, и Россия на той территории, которая не окрашена под зоной ПВО в материале за телеграф. Поэтому тут как бы сейчас развалится. Россия сейчас потеряет территории. Понимание войны, конечно, очень и очень отдалилось от людей. Значит, сегодня были тяжелые удары по Харькову и Днепру. Вот удар по Харькову. Вот этот удар, то есть сняли жители с окна. Видно, что конкретно этот удар пришелся в районе многих труб. Назовем это так. Труб имеется в виду энергопредприятий. Проблем со светом не было, но промка, понятное дело, пострадала. Вот так выглядел этот удар с другого ракурса. Там было несколько ударов, их было 6 штук, говорит Терехов. И действительно, как бы и баллистика, и дроны, все летит. Все летит и конкретно убивает. Убивает людей. Вот сегодняшний удар по Днепру. Его снимали с разных ракурсов. 15 человек пострадавших, 1 погибший, посекло осколками.
Да. Это лишь одно из немногих, из многочисленных видео. Там я не специально не беру там самую жесть. Понятное дело, там пожары. Понятное дело, что это, ну, скажем так, достаточно такая тяжелая история. Но куда били? Нам рассказали о том, как били, показали со всех ракурсов, потому что это центр города. И начались версии, да? Версии было там 3, да? Ну или там 2,5. Значит, одна, что из жилой застройки, ну там что-то есть, да, какая-то техника или ПВО пытались поразить или что. Ну, поразили не ПВО, четко здание. Сначала писали об архитектурном учебном заведении, но, судя по всему, может быть, и здание там к какому-то там такому вузу или к чему-то и относилось по документам, но использовалось по другим целям, ну, в других целях. Использовалось как офис. Ну и тут мнения разнятся. Сразу писали, что это офис компании, которая дроны производит. Ну а позже появилась другая версия, что это офис был поражен, который, ну, занимал, короче, колл-центр. Там еще называют скам-офис. Короче, сидят люди, звонят и, так сказать, обманывают. Причем Украина в этом уже пошла очень далеко. И своих, и россиян, включая там какую-нибудь Ларису Долину или каких-нибудь звезд, да, или пенсионеров, или еще кого-то обзванивают, но даже и там граждан других стран. Конкретно находят, например, вот там недавно задержали и передали в Турцию турчанку, которая там точно такой же деятельностью организовывала и занималась в отношении там граждан Турции. Звонили им и просили переводить деньги, ну и, в общем, дурили, да, то есть это вот такой офис. Вот первые минуты после вот этого прилета. Ну, вот кричат быстрее, быстрее, видим горшки. Да, это верхний этаж был поражен, и все спускались. Фишка в том, что удар достаточно был целенаправлен, и летело примерно в одну точку сразу там несколько дронов, несколько гераний, но это заставляет задуматься. Получается, одно дело, когда, например, в цех с беспилотниками, а это уже было достаточно давненько, под Киевом, да, это конкретно люди, конкретно там, да, я их знаю, они рассказывали, был цех, там собирали нечто для военки, об этом, ну, прознали, срисовали, координаты, видимо, как-то передали, или увидели, или через разведку, или через агентуру, и там конкретно четко в этот цех 15, там 5, 10, это не проблема. Ну, то есть военная цель. Здесь били конкретно по офису. Это получается, насколько Днепр, город колл-центров, ну, вот так вот, ну, кого-то обидели, значит, эти колл-центры, да, что вот решили направить вот такую огневую мощь из нескольких дронов конкретно там, в рабочий день, в рабочее время, не считаясь там с жертвами и с вот этой картинкой, которую утюжат и раскручивают вовсю, даже Зеленский пост пишет. Видимо, что-то такое важное было, что они вот так вот нацелились. Хотя, конечно, ужас и кошмар, и раненые, посеченные люди, и это вообще просто. И вместе с этими колл-центрами там были офисы других людей, просто каких-то там, не знаю, там нотариусов, барберов, кого-нибудь. Короче, просто офисы каких-то компаний и предпринимателей. То есть война не щадит никого. А є і іронія війни. Привіт, це Кордон Медіа. Позаду мене якраз той будинок, де і загинула ціла родина. Чоловік, дружина та двоє їхніх маленьких синів. Значит, в Сумской области, в общем, был прилет дронов в дом. И там погибла семья. 2 сыновей маленьких, 4-6 лет, муж и жена. И жена еще и двойней беременная. Парадокс в том, что они переехавшие, ну, уехавшие от, я так понимаю, в Сумской области они жили, и когда вот эта вся история, там, Курские, не Курские, вот эти заходы, и они вот немножко поглубже, это же тоже надо понимать менталитет наших людей, они не уезжают далеко, там, за 3-9 земель в какую-нибудь Западную Украину, потому что знают, как там рады. Они в своей области, там, в своем, там, условно,
так, ареале, да, они хотят и быть, они там хотят у себя дома, и отъехали там, где безопаснее. И по иронии судьбы, и все и погибли. Яким було 6 та 4 роки. На місці дізналися від сусідів, що жінка була вагітна двійнею, що ця родина недавно переїхала. Вони тікали від обстрілів і тут обжилися в новому будинку, але життя так і не склалося. Ну, какой новый дом мы видели? Новый имеется в виду, что новое место жительства. Дом, понятное дело, совершенно не новый, но тем не менее. Вот такая вот судьба, что война настигла. Я, кстати, знаю несколько таких случаев, что вроде бы как люди там вроде уехали, убежали от войны, но их настигли обстрелы, например, да, это очень тяжелая история. Вроде какой-то рок есть, да, что там, человек, если предначертано погибнуть от войны или на войне, то так и будет. Но это фатум, это там кто верит, кто не верит. Вопрос в том, что происходит настоящая лютая история. Причем многого нам не показывают. ПВО сбивает 95%. Как они сбивают 95%, если все цели... Вот, например, четко видно. Я просто... Ну, это очень долго, да, показывать. Все эти видео из Днепра сегодняшнего, все конкретно, один за одним. Никто даже сбивать не пытается. Нет даже вот этих трассеров, которые там из пулеметов. Никто... Ничего, просто раз, и все. То есть, как так? Это вот, например, кадры из-под Херсона. Это, видимо, тоже сбило ПВО. Причем, видите, 2 раза сбило, 3 раза сбило. Населенный пункт называется Львова. 4, детонация пошла, видите как. То есть, вот вам поражение цели, пожалуйста. Повторное и дальше. Вот еще тот же населенный пункт Львова. То есть, когда нам говорят, что все сбили, а все прилетает где-нибудь вот там, где, собственно, ему нужно лететь, потому что идет война, в которой Украина побеждает. К чему я это говорю? К тому, что, понятное дело, поражаются цели военные друг друга обоими сторонами, обеими. И они, понятное дело, там где-то хлопки, где-то еще что-то, но всем нужно понимать, что просто так, даже там условный снаряд сейчас стоит на рынке денег, и просто так выпускать уже могут, конечно, но редко. Значит, кто-то или дает цели, координаты, или срисовывает, или продает эти координаты. А сколько же в соцсетях украинских, тем более, было вот этой истории, что ха-ха, ты такой-сякой, я сейчас напишу и сдам твои координаты. И тут в твой дом прилетит что-то. Но люди же с войной уже за 4-й год уже поехавшие. Угрожают там бандитами, раньше угрожали, да, сейчас угрожают ТЦКшниками и координатами. Вот сейчас мы там координаты твои сольем, скажем, что там военная часть, и вот вам будет. Военные бывшие угрожают сливать координаты ухилянтов. Это тоже было в нашем публичном пространстве. Поэтому ситуация в Днепре... Нам, конечно, никто не скажет, что там за офис был, и конкретно чем он занимался. Или покажут там этажом ниже, который пострадал, который там футболки, например, изготавливал, или какое-нибудь там мыло варил, например, сувенирное. Ну, что-нибудь такое вообще безобидное. Важно то, что этот этап войны переходит дальше. Дальше и становится жестче. Еще более жестче. Вот, например, эту жесть ощущает 5-й точкой, сидя на своем стуле в мэрском кресле, мэр Ивано-Франковска Марцинків. Ну, тот, который говорит, что пора бы уже президента галичанина. Вітаю, слава Україні. Ну, смотрите, это уже как здрасте. Ну, то есть, вітаю, слава Україні. Это как здрасте, это нормально. Чергове включення, інформація за минулі дні. На жаль, ворог продовжує атакувати Україну в ніч на неділю. Вкотре був комбінований обстріл. Дякуємо Богу і захисникам, у громаді все спокійно. Але знаємо, що в центральній Україні, в місті Києві, жахливі прильоти. Деякі міста України по добі без світла, тому закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому Как быть готовым к ударам по инфраструктуре?
Ну, то есть, тут же вот это включается, смотрите, бюрократический язык, язык бюрократа, он же абсолютно обезличен, он пустой. А тут, тут накладывается военный язык на язык бюрократа. То есть, вообще получается ересь какая-то. Готовься к ударам по инфраструктуре. Сидит пенсионерка какая-нибудь и думает, о, надо подготовиться. Что, еще банку огурцов закрыть или как? Ну, чтобы сбивать. Или, ну, как готовиться? То есть, кто должен готовиться? Кто? Ты должен готовиться. Ты, как руководитель там региона или города, или населенного пункта. Ти власть. Готуємося зараз разом до можливих відключень. Дай Боже, щоб їх не було, але бачимо досить інших міст, що ворог б'є по інфраструктурі. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо з 10 жовтня по всій Україні, і для нашої громади теж є великі загрози. Так, это уже интересно. Два момента, которые мы должны отметить. Значит, с 10 числа начнется самая жесть. Причем, говорит Марцинкив, будет угроза и для нас, то есть западноукраинской области, Ивано-Франковской, которая, да, ну, она подвергается, конечно, обстрелам, понятно, там Староконстантинов, Хмельницкая, там вот эти все объекты, все понятно. То есть ракеты долетают, дроны тоже долетают, но что-то ожидается и в том числе в Ивано-Франковске с 10 числа. Почему я обращаю внимание на дату? Потому что, когда начиналась большая война, имеется в виду широкомасштабная, вот это в 22 году, как-то удивительно многие там любовницы заммэров, всякие там приближенные, как-то вот решили в феврале в отпуск поехать. Странно как-то вот все в курсе были, а потом, после уже там год, там с кем-то общаешься, они говорят, так мы что, не знали, все же понятно было, мы все знали, то есть им о чем-то говорят. И вот так, между прочим, говорит, с 10 числа готовимся, значит, что-то будет именно с 10 числа в плане отключения Украины от света и от рубильника. В Черниговской области опять попадание, Укрзалезница, железные дороги украинские говорят, что да, в районе Нежина беда, там выбили подстанцию 330 киловольт. И, ну, в общем, проблемы. Именно с 10 числа. И, видимо, для большой территории. Поэтому зафиксируем 10 октября. Но эти все проблемы, как бы, знаете, ну, они же имеют свойство накапливаться и решаться. Есть же и хорошие новости. Вот многие говорят, Шелест, что ты там, вот это. Давай хорошие новости о том, как решает украинская власть украинские проблемы. Задвинутый как бы под плинтус медийности и рейтинговости появился сегодня губернатор, глава военно-гражданской адміністрації Ніколаївської області Віталій Кім. Доброго дня. Вчора відкрили приймальню нову Південного регіонального центру координаційного штабу по обміну полоненими. Були представники ГУР, Андрій Володимирович Юсов, Хріменка і народний депутат Копитін Ігор. І представили нового керівника з почестями. У положенні минулий керівник подякував за роботу. Що це таке? Це посилить координацію та співпрацю з координаційним штабом та з людьми для того, щоб ми могли більш якісно, ще більш якісніше працювати, для того, щоб повернути кожного з наших бійців додому. То есть он выходит и говорит, что, значит, открываются приемные, то есть координационного штаба по обмену, возвращению, то есть приемные. То есть очень популярная история. Помните, я вам там показывал в прошлом шубе, как очень популярная история там с ритуальными услугами. Они даже там модные клипы снимают, там с гробами прыгают, танцуют. И сейчас тоже это такая тема. Это инфраструктура. То есть, смотрите, вот эти обращения к этим там ГУР конкретно, да, к там горячей линии Минобороны, вот эти все митинги там в Киеве, когда люди там приезжают, не могут найти там родственника своего, который или погиб на войне, или что-то, или в плену находится, то есть вот такие моменты. Это все вот приходит аппаратное решение, спускают как бы вниз.
чтобы там, ну, то есть, ну, сколько там соберется человек по митингу? Мне зачем ехать в Киев? Ну, там вот есть приемная. То есть, это означает, что эта вся песня у власти Зеленского, а Ким – это вертикаль власти Зеленского, это надолго. Це дуже важливо, робота йде, є результати, і дякуючи співпраці, скажімо так, у нас є план, який посилить і збільшить кількість по обміну наших полонених. А ще хочу сказати, з завтрашнього дня починає діяти по плану договір там по прокачці по електриці, по воді, тобто будуть наповнювати системи. Десь 7-8 приблизно можна буде дивитися на воду. Це не Смотрите, значит, Николаев перебит. Водопровод, Каховская ГЭС, плюс еще там, в общем, они протянули новый водопровод, они как бы восстанавливают водоснабжение Николаева. Там плохо с водой, да, времянки и так далее. И вот сейчас они все, наполняют систему. Ну, где-то там, да, вот 7-8 неделька наполнится, все хорошо. Но вы же видите, как он это все, ну, как бы, как он это все подает. Вы же видите, что ГУР, обмены, приемные, вот, это вот самое главное. Хотя по его части, там, хозяйственным, вода в Николаеве, это, ну, это очень важно. Понятно, что там не такая немножко ситуация, как там с Донецком, например, да, но там очень тяжелая ситуація після підриву Каховської ГЕС. означає, що її можна використовувати, це все там буде досліджуватися і таке інше, але, як казала прем'єр-міністр Юлія Свириденко, що там за пару тижнів там, ось 1 жовтня, зараз по договору починається вже штатна робота, думаю, тиждень потрібно ще на промивку. Дякую. Ну, неделю промоется, не пользуйтесь сразу. В общем, как, между прочим, про воду. Вода, в которой, ну, это действительно проблемы у людей, всех людей. Но ему нужно вот выпендриться, вот отработать, пропиариться на теме вот такой, да, вот как там дети, обмены, вот это, как на нас власть заботится. Ну и водичка там, ну там сейчас немножко промоем, сейчас запустим вам водопровод и воду дадим немножко. Ну и незамеченным осталось во время кашля Виталия Кима вот эта история. Кстати, я вам хочу, ну, хорошие ж новости, хорошие, смотрите, вода идет в Николаев. Теперь будет проще узнать, как там обменять, или где там находится, или дать информацию, или получить информацию о пропавших без вести. Вот эта история там, да, с бойцами, которых мобилизовали и отправили, и они сейчас не пойми где, живы, не живы, или вообще там списки какие-то, в общем, появятся, не появятся, будет проще. Понимаете, как хорошо работает Зеленский? И воду дал, и информацию о там, родных, которые, возможно, воевали и в плен попали. Ну, то есть, все, хорошая же информация, отличная. Ровно так же, как и отличная, собственно, информация о вот этих, как бы, котлах, да. Понятно, что много есть реплик, много есть там копий, но, судя по всему, очень обычные бюджетные часы у Кима. Доступные, что называется. Судя по всему, понятно, что может там какая-то подделка. Это Джармин, Феникс, Сапфир, 47, там, по-моему, 51 миллиметр. Серия это Феникс, это славится как вот прилично брутальные часы. Это смарт-часы с ориентиром на экстремальные условия. Премиум цена ориентировочно, ну, где-то 60-120 тысяч гривен, в зависимости от версии, конфигурации, магазина. Есть, конечно, и дешевые модели, они там около 50 тысяч, но, скорее всего, такие. Всего-навсего. Подумаешь, $3000 в потолке стоят часы. Вообще ни о чем. Но подходят для экстрима. Ким же экстремальную область возглавляет. Поэтому все в порядке. Нормальные часы, как говорится, посредством. Нормально работает. Николаев ничего не угрожает. И все хорошо. И с водой все хорошо. Понимаете? Сегодня Песков выходил и говорил, что есть в Николаеве и в Одессе люди, которые как бы хорошо относятся в Россию или хотят в Россию, но сейчас об этом говорить опасно. Так вот, вот этот вот выход Кима о том, что вода теперь будет как раз в Одессе, ой, как,
прям, не знаю, вселенский потоп сегодня в Одессе. Выпало много осадков. И прям настоящий потоп образовался в Одессе. Вот женщина, так сказать, идет по пояс, даже по грудь заходит иногда в воде. Ужасная ситуация была сегодня. Причем речь идет и Одесса, и Черноморск. Сносила даже киоски с шаурмой. Вот МАФ. Видите, фура едет. Ну, едет же, смотрите. А на нее плывет МАФ. Как кара небесная какая-то. Как вроде как вышло все из берегов. Хотя это, ну, речь идет конкретно о дожде. Дождь. Вот такой потоп устроил. Юск — это магазин, ну, мебели, утвари домашней. Там, может, у кого-то нет, кто не знает. Бренд такой магазинов. И он, видите, в полуподвальном помещении, как бы на нулевом, считается, этаже, полностью затопило. Просто смотри. Кровати, вот смотрите, столы, витринная вот эта мебель. Все поплыло. Поплыло все в Одессе. Потоп лютый. Тоже так вот ехать, да, ну, ехать, а куда ехать, да, ну, то есть, ямка, все, ты уже остановился, больше никогда не поедешь, будешь только просушивать все. Ну и людей тоже, прям сносило. Ужас, конечно, люди просто там, особенно там, ну, если там женщина такая шла уже, ну, увесистая, да, вроде как смогла противостоять, а вот этих девчулек сносила просто. А самое интересное, что такие типичные такие одесские мужики это комментировали. Помочь не могу я лично, потому что сам, блядь, инвалид 3-й группы. Тут кричит женщина, ее уносит. Говорит, а он снимает на телефон, говорит, помочь я не могу. Да, я сам инвалид 3-й группы. Вот, я думаю, она выберется. Выберется. А вот, ребята, крепкие парни. Парни, занимайтесь спортом, помогайте женщинам и девушкам переходить дорогу в любое время. Так, продолжим. Песня называется «Ты живешь на одном». Да, надеемся, что выживет эта женщина, конечно. Ужас, что наделала эта стихия. И вы знаете, нет, я понимаю, то есть тут критиковать там Труханова, там вот эту местную власть. Смотрите, да, когда сильные дожди и одномоментно обрушивается норма какая-то месячная или какого-то периода осадков на город, мало что кто справится. Но, ну, по крайней мере, до такой степени прочищенные ливневки, сливы, стоки, ну, могут обезопасить. Ну, кто занимается этим? Все занимаются войной и их последствиями. Ну, раз уж заговорили про водную тематику, то вот там тоже из района Николаева, Одессы, аж до берегов Турции доплыл дрон, Бэк, безэкипажный катер. В общем, турки выловили у себя. Это рыбаки приволокли. Рыбаки рыбачили в море, смотрят, что-то плывет, и они вот раз подцепили и давай выгружать. Оказался украинский дрон. Одни написали сразу, что это вот это Магура, да, то есть этот дрон аж доплыл до Турции. Другие, ну, немножко как бы оставляют вариант для того, чтобы подумать. Похоже это все на дрон, который
ну, собственно, британская разработка, хотя Магура, ну, как бы, понятно, что тоже не чисто украинская, который вот британцы сделали. Да, он, видимо, какой-то подбитый, по всей видимости, там сорвана, вот это видите, часть его, там, где заряды или там старлинки на этой башенке крепились. И вот докатилась аж туда. Посмотрите, какая его длина по сравнению с ростом человеческим. То есть эту войну еще будут расхлебывать и в море, и на суше, и везде. И, конечно же, надо войной заниматься, а не ливневками. Зачем нужны ливневки? А о политике лучше вообще не думать. И если вы вдруг думаете, что у нас там какая-то история в политике идет не туда, вы ошибаетесь. Все нормально. Все нормально. Авторитаризма нет. Знаете, кто сказал? Хто этот великий чоловік? Подоляк. Будь-яка війна, так само як і будь-яка криза, потребують певної централізації. Це база, це аксіома. І я розумію, що бажано було б, щоб навіть війна, як форс-мажор, не руйнували базові речі під назвою демократія, комунікація між суспільством і державою, і там підпорядність, певну, там, чи підзвітність інститутів державних і так далі. Але, ви знаєте, для мене взагалі тема, чи можливий авторитаризм в Україні, вона звучить трошки дивно. Всем удивительно. Слушайте, ну, понятно, война, там, да, вертикали строгие, все такое. Но вообще, возможен в Украине авторитаризм? Конечно, вообще, это удивительный вопрос. Конечно, невозможен. Нет, невозможен. Как и потоп в Одессе невозможен. Все же, смотрите, чистится, за городом ухаживают, все нормально. Если вдруг что-то выше нормы, то все знают, как им действовать. Там, все хорошо. Особливо на фоні 3 революцій, чи навіть трошки більше. Просто перші революції, вони не давали відразу результату. Але перший Майдан, другий Майдан, електоральна революція 19-го року, вони всі показали, що тут авторитарні тенденції неможливі фізично. Це історично зумовлений процес. Исторический процесс, физически невозможно авторитарные тенденции. Вообще не страна, а рай. Ми не Росія. В чому і проблема ненависті Росії? І якщо держава десь переходить цей кордон між розумінням, що ти можеш в цей момент робити, які ти можеш ініціативи висувати, де ти можеш тиснути, тому що треба все ж таки, щоб правила виконувались, да? А де ти вже переходиш червону межу. І в Україні достатньо швидко суспільство організується, виходить і говорить, ні, так не буде. Да, понимаете, выходит общество и говорит, так нельзя. В России они поэтому нас ненавидят. У них так не работает. А мы почему ненавидим Россию? Не, ну понятно, потому что она напала, да. Ну а вообще, а почему тут как бы вот это москаляку на геляку, это же было до вторжения широкомасштабного или нет? Ну, видимо, просто, мы их просто не... Они нас, потому что мы такие свободолюбивые. Красные линии. Красные линии, это да. Это я понимаю. Вы понимаете, авторитаризм, который невозможен в этой стране на физическом уровне, и свободолюбивые украинцы сегодня сорвали джекпот. Значит, маленькое село, Черновицкая область. Захват храма позавчера. Вчера, 29 число. Это все. То есть ворвались с спортсменами, ну, традиционно для Украины, спортсменами в храм, да, как бы приход, так сказать, оприходовать очередной в Черновицкой области. И двери выносил замначальника ТЦК. Я не проти України, я не проти них. Але я проти того, що ви робили. Я якщо не... Значит, это вот они мнутся, стоят. Человек, который снимает, он ведет активную дискуссию с теми, кто пришли. Ну, типа новые прихожане новой церкви. Вот смотрите, у них там, это же село, как бы, у них все, видите, по-старому. Кожаная куртка, все как положено. Богдан, нічого не ломи, бо ти там нічого не ставив. Ти не вкладав сідай. Богдан, май розум. Ви християни тямите. Ви отче наш знаєте, віру і знаєте, 90-й псалом знаєте. Якщо ви це знаєте, я вам даю ключі. Вот так вот говорит. Знаете, отче наш, там, Богородицу, знаете, я тогда дам ключи. Чего вы долезете? 50-й псалом, 90-й псалом. Ну так а чого, хлопці? Ви ж не ходили, не ходите і ходити не будете, розумієш чи ні? Ви завтра через тиждень це все закриєте.
То есть звучит нормальный аргумент. Стоят вот эти вот верующие, смотрите, помните, как у Остапа Бендера, сироты? Ну, там, сироты в фильме. Сироты, правильно, по-русски. Ну, сироты. Вот они стоят сироты, руки в карманы, все такие, так сказать, кормленые. Хотят молиться. Храм закрыт. Они говорят, да вы молиться умеете? Я говорю, умеем. Вот все. Да. Говорит, он говорит, так вы же сейчас зайдете, не будет потом, ПЦУ, пустые церкви Украины. До Нового року це все буде закрито. Бо я впевнений 100%. Бо то, що тут... Достали болгарку, пока тут идут дискуссии на религиозную тематику. Давай ніколи 100%. А будеш бачити, Коля? Ну будеш бачити. Ти що думаєш, що це просто тако тяп-ляп? Ти знаєш, скільки в Україні позакривано церков? Ти просто за цим не слідкуєш. Кожна друга церква закрита, коли тако взяли, відпалили, зробили, буряна не заростали. Ти що, у нас таке село потужне, чи тут крепкі фінансові вливання навіть? Ти знаєш, скільки грошей треба на електронні церкви? Запомни. Церква це якби ще одна сім'я. Тобі шкода, так? Документи, у нас більше Оля, у нас більше функціонує від вас. Оріка свата приїхала сюди, нема приписки на горі. Ти помиляєшся, громада рішає судьбу села, судьбу мера, судьбу президента і так далі. Ти не можеш рішати судьбу бара, якщо ти бар не ходиш, якщо ти не являєшся клієнтом. До чого тут бари, до чого це? Бо то, що ти не є прихожанин цієї церкви. Ну, а чого я не є? Коли ти останній раз був? Коли ти сповідався, причащався? Оце є прихожани, хоча б раз у рік, щоб прийти до сповіді до причастя. Я чую це все. Скажи мені, а чого не віддати ключ? Ми ж не ворог, я Дмитрич, тобі. віддали вам ти мені ключ не від ворог, завода всі разом. і від консервного цеху. Мені ніхто не слухає. Нема, Чому ні завод? завода, ні консервного Та що, цеха, я нема винуватий, колхоза, директор колхоза хто був Ні, сьогодні? дорогой, не треба тут казати. Весь Союз розвалився колхоз, щоб ти знав. Весь Дмитрович, Союз. ну про що ви розказуєте? Ну якби я не жив, знаю. не понімав, не Я знав, теж і знаю. люди, сусіди були, що І ще мінтами стало. робили, і Той, ніхто що херня прекрасно не знає. шпилей завод. Я кажу, що зараз Що? ти відкрити? Всі Вони разом на вашій пішли, шкірі. та й мо. Що? Він на вашій шкірі той завод, Ні. він директор був. И это все, Той приїхав, той забрав. эти дискуссии, да, вот так сказать, под звук болгарки. Да, под звук болгарки. Ты не ходишь, что ты пришел сюда? Ты не ходишь сюда вообще, ты там другой веры. Зачем ты? Отдай, говорит, ключи. Ну, вот, в общем, вот такая история. Ну, ключи не нужны были. Сказав Коля, що ви тут Хто забрав, той десятка приніс. ваша, де? Дивись, хто приніс, той забрав. Хто поклав, той забрав. Один, ні. У соборі, як залежить. Ну, тут женщины и все остальные. Спеціально. Хлопці, дивіться, бо за це прийдеться відповідати кримінально. Ну и вот он, замначальника ТЦК, с ломиком, молоточком под дверьми, хотят, попытались что-то с болгаркой, что не получилось, давай снимать дверь с петель. Прийде час і будете це відповідати. Ну и, собственно, вот все стоят, наблюдают. Понятное дело, что ты сделаешь против замначальника ТЦК с болгаркой? Ничего не сделаешь. Вот такие страсти там, в глубинке. Кожаные куртки, болгарки, все хорошо. Ну и продолжается русификация. В Тернополе вот инвалида забрали. Причем такие резкие, дерзкие. На женщину кидаются в маске. Молодые. Орлы. Там і посадять. Не віриш? Не віриш? Ви інваліда, як вам не стидно, та людина, ви дитинство інвалід, маленького. А що ви адвокат, що ви не розумієте? Так, я добре це розумію. Я прекрасно це розумію. Ну, понятно, вы там ничего не понимаете. Вы такие, смотрите какой. А? Вот это я понимаю. Смотрите, кобура у него. Смотрите, на женщину это все в маске. Чего не в масках? Ну, что, если правое дело, что ты, сними маску. Ну, так, ну вот если так разобраться, да, вот тоже ведь такая интересная деталь. Ну, вот если всмотреться, ну, попробовать, по крайней мере, да, всмотреться вот в его глаза. Ну, сколько ему лет? Ну, сколько ему лет? Ну, оно же, дитё, понимаете? Дитё. Но оно уже на тетку сипается, оно уже там хватает, крутит. Ну, это же просто до чего довели страну. Мне кажется, что он вполне себе, ну, я так считаю, может, я, конечно, ошибаюсь. Смотрите, мне кажется, что он вполне себе подходит под вот эту программу 18-22. Мог бы уехать себе спокойно. Ну, или хотя бы, не знаю, там, контракт подписать, пойти повоевать, 1 000 000 получить.
Не, мне надо миллион. Он свой миллион получит, но немножко позже. Потому что в ТЦК. Ужас! Вот это вот будущее поколение. Понимаете? Примерно такой же, как вот в Кривом Роге, родном городе президента. Там вообще не парятся. Маски, вот это все, там, кобура, форма. Там без формы. Обычная титушня. Все. Схватили и потянули. Ну, то есть, конкретно. То есть, видите, абсолютно. Все нормально. По гражданочке. Нет никакой. Ну, холодно. Ну, что вы, господи. Все. А на ток-шоу, а в СМИ, а везде. Ой, слушайте. Ну, так там вообще дискутируют. Костенко опять вышел. Дискуссию. Народный депутат, который там вот это хейтит то, що виїзд розрішили 1822. У нас в Конституції це написано, що захист держави – це обов'язок всіх. А потім ми будемо вже після війни від держави вимагати всіх тих своїх, скажімо так, ну, зобов'язань держави перед нами, щоб вони дали нам можливість і довчитись, і пенсії нам платили, і виплачували, якщо, не дай Бог. Поняли? То есть логика какая? Смотрите, вы пожалуйста, выполняйте свои обязанности. А после войны мы тогда будем требовать, чтобы государство выполняло свои. Буде якесь поранення, щоб зарплати збільшували. Але зараз йде питання виживання країни. А ми ставимо питання, а що держава робить для нас? Давайте згадаємо там американського класика. Спитай, що ти робиш для держави. Поняли? Ты должен спросить, что ты делаешь для государства во время войны. А потом война закончится, уже спрашивай с государства. Вообще, ну если выживешь, конечно. Ну если доживешь. На даному етапі. Я так вважаю, тому що мої побратими, я зараз на півдні, б'ються на полі бою. І в мене є і 19-річні хлопці, і 20-річні хлопці. І багатьох із них сюди, ну не скажемо заманили, а змотивували контрактами 18-24. О как! Представляете, 18-19-летних контрактами заманили. Представляете? Заманили, так работает программа. В якому, крім там заробітної платні і конкретних сроків служби нам на рік, було ще один етап – це виїзд за кордон. І вони сюди пішли, підписали, бо в них, можливо, якісь були плани. Вони вирішили рік чесно відвоювати і поїхати за кордон, якщо виживуть. А коли вони сюди прийшли в 19-20 років, їм сказали, хорошо, ви вже прийшли, а інші можете так просто поїхати, ну, бо я так хочу, бо я так вважаю. Тому в мене є до цього питання. Чесно, ще раз кажу, я точно не хочу нікого засунути в окопи, але я хочу, щоб ці люди 18-22, які після мене там через 10 років прийдуть в політику, знали, якою ціною і що таке Російська Федерація, що під час війни не потрібно їхати за кордон, а потрібно стояти за цю країну. Поняли? Обидно. Пошли, значит, люди, наслушались, лапши им навешали, что ты там приходишь 18-24, миллион получаешь, это, да, там можно купить кучу суш, ну, вот этих Филадельфия роллов, там, или бургеров, или там, не знаю, там, девки будут любить. Я помню, эти потрясающие же рекламные ролики были. Они повелись, вот это уши развесили, пошли, а тут раз-раз, прошло что сколько? Ну сколько? Это же с марта месяца вся эта канитель с контрактами 18-24. Ну, условно, полгода не прошло, да? А теперь этих 18 и отпустили. Они думали, я сейчас поеду, там, отучусь, год отслужу, там, если не убьют, вырвусь за границу, я уже и вроде служил, и как бы родине долг отдал, и могу выезжать. А тут теперь они раз, и все могут выезжать. Несправедливость. И вообще надо как бы, чтобы... Кого вы растите? Надо, чтобы понимали, что такое Путин, что такое Россия, какой ценой это все достается. А тут взяли и выпустили. І вони мають це робити на різних фронтах, ще раз вам кажу. Тому в мене таке відношення до цього, що ми маємо так саме діяти. І питання на те, що держава не має вирішувати, у нас воєнний стан. І це, скажімо так, спеціальний стан, який визначений законом, в якому, на жаль, права обмежуються і чітко прописано, як треба діяти. Одне із цих обмежень прав – це заборона виїзду чоловіків за кордон. Вот так вот. Такое правило, все. Нельзя никому выезжать.
Это тот Костенко, который говорил, что после войны, даже если все закончится, все равно мобилизация продолжится, вот этот запрет на выезд, все продолжится. Потому что что? Потому что справедливость. Вы должны вообще ценить страну. После войны спросите про свои пенсии, там какие-то льготы, еще чего-то, да, права какие-то там свои. Это потом. А тут вообще нельзя так поступать, взять и выпускать всех, представляете? Но есть те, которые уходят сами. Достаточно странная история. Много есть на самом деле таких каких-то полуприблотненных, непонятно каких-то там деятелей, которые выводят за границу незаконно. Они, конечно, там за границей сидят, они там это переписываются, показывают дороги, показывают, и это пользуется спросом. Во многих случаях это чревато. И подобные вот эти люди, которые организуют незаконный выезд, они в том числе работают на службы. Собирают группы по телеграм-каналам, а потом раз, и там накрывают приличную группу человек, а потом они еще с деньгами, да, то есть там люди деньги немалое переводят, там по-разному. Есть такие, которые часть на одной стороне, часть на другой, или куда-то в крипту кому-то бросают. Ну и, соответственно, на этом еще и зарабатывают. Плюс звездочки на погонах. Плюс погранцы отчитываются, как они классно работают. СБУшники, как они какую схему придумывали. Эти в наваре 3 копейки имеют. Ну, а потом, собственно, они так пофигурировали и, в общем, сливаются. Какая-то странная сегодня произошла история. Иногда эта система дает сбои. Помню, как вы все волновались. Некоторые из вас до сих пор волнуются. За Пацика вчера, который вышел на Венгрию. И под венгерским селом его наши ДПСУшные псы. Значит, что это за крендель? В ТикТоке он там рассказывает, как уходить из Украины, представляете? Делает, конечно, очень такую вещь, плохую и так далее. Но он рассказывает вот эту историю, которая опять-таки ложится черным пятном на внимание, несмотря на все внешний вид, риторику. Я не знаю, может честный человек, который там помогает там, уходить незаконно, но помогает уходить людям, которые хотят бежать из Украины. Или это подставной какой-то парень. Но если он подставной и работает на спецслужбе, он явно заговорился, потому что это проблема. Это международного уровня скандал, то, что он рассказывает. Типа, почему они незаконно вторглись на территорию Венгрии, мне неизвестно. Но я очень надеюсь, что в следующий раз приграничная служба Венгрии откроет огонь на поражение, когда увидят в следующий раз ублюдка в военной форме пикселя с автоматом. Надеюсь, что просто типа сразу только бэмс, и все, и лох остался в поле. Что это за язык ненависти? К чему он это все чешет, вот этот парень? Значит, проблема в том, что к нему обратились, он, видимо, получил деньги, и человек начал переходить в Венгрию. То есть это не тропы Приднестровья, это не какая-то там вот эта история, там, откуда, а в Венгрию, с которой сейчас скандалы. И он утверждает, что, в общем, пограничники зашли уже глубоко на территорию Венгрии, чуть ли не в венгерском селе, настигли вот этого убегавшего, там побили его, в общем, ребра поломали, и, собственно, забрали и привезли назад, как бы, назад. Вот так вот. А он, соответственно, вроде как, не выполнил своего, и перед подписчиками оправдывается, представляете? Короче, ближе к сути. С типом все нормально, не учитывая сломанных ребер. Потому что, эти типа, мрази, типа, как сучки, знаете, такие маленькие девочки обиженные, толпой его, ногами, именно толпой в подвале. Сейчас же с типом все нормально, все нормально, кроме сломанных ребер. Он едет домой к жене, к своей под цисечку. Он вылечится, сейчас окрепнет, и поведу его еще раз. Типа, уже бесплатно, потому что... отчасти я выполнил свою работу. Я откуда узнал, что эти там сидят. Но с другой стороны, я типа воспринимаю это на свой счет, типа, мой... Хотя мы этого не знали, окей. Я, типа, все сделаю красиво. Значит, смотрите. Скандал на самом деле. И почему вот здесь? Вообще, как бы, понятно, нельзя доверять вот особенно вот таким вот этим товарищам. Хотя, кто как, да? Спасаются все, кто как может. Кто залазит под
сиденье, кто вместе со скотиной едет, кто со свиньями, с коровами, еще с кем-то, кто в фуре, кто там, не знаю, там даже вот вытаскивали из мазута бочка, да, бочка с мазутом, там сидели люди, как в фильме «Джентльмены удачи», бетон, в общем, кто-то с похоронными процессиями, то есть по-разному, схем таких вот этих много, и они там разные. Но здесь Венгрия, и здесь этот парень, несмотря на всю там отторгающую его вот эту как бы манеру и все остальное, да, говорит, что, во-первых, там сейчас, в общем, побили жутко этого хлопца, он поедет там домой, вылечится, а потом попробует еще раз пройти, да, ну, уже бесплатно. Да, то есть деньги он получил, он как бы свои деньги, говорит, отработает. Преступная схема, понятно, никто, ну, по закону нельзя к этому призывать даже, понимаете? Так устроен закон Украины, но по закону международному, если то, что он рассказывает, правда, а не отмазка, да, то это большой международный скандал. И поэтому эта информация есть в шуме. С той же Венгрией, с тем же Орбаном, с этими дронами. Тут, получается, пограничники. Ну, то, что, смотрите, в Молдове они там прогуливаются глубоко. Я там в шуме вам показывал давненько еще. Они там ходят, там это Паланка, это все. Они заходят на территорию Молдовы и там могут поймать. Такого и, в принципе, молдаване официально говорят, да ну, господи, что там, украинцы. Пограничники, они могут действовать там поглубже. Но в Венгрии вот это вот уже интересно. Причем они полной амуниции, с автоматами. Они же, если что, они могут стрелять. Да? Мы это наблюдали на разных участках границы. То есть, получается, тут беспилотники вторглись, венгерские, в Украину, Зеленский заявляет. А тут, получается, пограничники, там люди в форме, вторглись на территорию Венгрии. Опять-таки, если этот человек не врет. Просто ужас и полнейший беспредел происходит конкретно сейчас вообще в стране внутри. О том, что там концлагерь, люди там как-то бегут как могут. Конкретно о том, что вообще, ну, собственно, внутри абсолютно поменялись правила, понятия. Очень много там и ПТСР, и сейчас вообще непонятно, на кого нарвешься, и вообще тяжело становится, да. Там то мужики прячутся, то еще что-то. Происходит лютая дичь. Еще и не только на фоне там человек служил, не служил, а еще и на уровнях возможного и возможностей. Город Киев. Инцидент на дороге. Значит, едет велосипедист, едет, останавливается возле красной машины. Что там говорит водителю? У него что там есть велосипедная дорожка. Все это демонстрируют и показывают. И тут он как бы встречает, собственно, хозяина, так сказать, это видео национальной полиции Украины, официально, все как бы положено. Гелендвагена, Кубика. Что-то вот они там слово за слово, вот это вот все. И тот наносит ему там как бы тяжелое телесное повреждение и увозит, так сказать, оттаскивает, да, его на обочину. Люди собираются, но потом быстро расходятся, потому что, ну а что, вот, отволок и, скажем так, оставил отдохнуть. Ну, дальше нацполиция задерживает этого человека, показывает, что задерживают тоже, собственно, жестко. Причем интересно, что, смотрите, тоже там сколько в амуниции все такие. И обычно как бы в кино американском это делают люди без таких там бронежилетов и всего остального. Но здесь вот такие, как бы люди задерживают нарушителя. Ну и вот показывают вот этого человека, видите, под 2 метра ростом, 1,95 м, ну или 90, без этой шевелюры. Все, он задержан. Ему как бы грозит до 8 лет тюрьмы. Вот такая вот история. Ну, то есть, велосипедист поехал, сделал замечание, не мог проехать. Мужику там 40 лет. Этот лось его как бы побил. Его на ближайшем там блокпосту. Полиция хлоп, приняли. Все, отправили. 8 лет светит. Ну, классная же история. Смотрите, какой порядок в Киеве, в столице Украины.
Да, мужика жалко, там перелом височной кости, тяжелейшее состояние, дай бог, чтоб не остался инвалидом. Подорвано здоровье, ну, напрочь. Ну, вот так вот. Наказали мажора. Сердце, конечно, болит за обычного велосипедиста, но, собственно, так. И, в принципе, хорошее же дело, да? Ситуация паршивая, но дело-то хорошее, несмотря на то, что взяли, задержали. В этот же день появляется информация, что уже и суд как бы прошел, и суд прошел. И вот там, вот, собственно, эти кадры. Почему Днепр публикует? Потому что он сам, этот человек, по фамилии Хилик, ну, тот, наносивший побои. Хилик ехал со спутницей, видимо, захотел рысануть, повыделываться перед ней, перед этой спутницей. Люди оказались непростые, люди оказались связанными с закупками военной формы, люди оказались уже под, ну, этот Хилик конкретно, уже под какими-то подозрениями и проблемами с откатами коррупции. Представляете? Ну, вот эта женщина там пытается чего-то выкрикнуть, чего-то сказать. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Она там вся перепугалась, выскочила. Домашний арест. Ночной. Ночной домашний арест. Человек чуть жизни не лишил вот этого мужика. Понятно, что там он там мог что-то не так сказать, что-то где-то. Но с другой стороны, да, ну там ты на Гелендвагене, здоровый лось, под 2 метра. Ну, не зацепились же они с человеком, который перед ним на красной машине. Хотя, судя по всему, этот велосипедист, он, ну как, он говорил одно и то же одному и второму. Тот его вырубил, испортил здоровье. То есть, да, там, дай бог, чтобы все было нормально, там, выходили человека, этого велосипедиста. И у него ночной домашний арест с вот этой вот телочкой, которая ехала с ним рядом. Он может спокойно продолжать заниматься тем, чем занимается, но ночью быть дома. Ну, такое, ну, дальше расследование. Ну, там посмотрят, там, вычухается, не вычухается этот 40-летний велосипедист. Это абсолютное средневековье. Это абсолютнейший позор в 21 веке, когда мы приходим в ту систему отношений, что если ты гелик, ты связан, ты как бы барыжишь на военной форме, на святых вещах, ты там нормально себя чувствуешь, а какой-то тут велосипедист тебе посмел сказать, что ты припаркованный как? Все ж припарковались на, а у меня же еще и гелик, а ты мне делаешь замечания. Ну, в общем, началась вот такая история. И ты отделываешься легким испугом, но полиция пропиарилась, смотрите, какое задержание, смотрите, какое... Ух, сразу, моментально все. Но сразу моментально работает система государственная, система общества. И как теперь вот этому там 40-летнему мужику, ну там непонятно, знаете, там, кто он там. А если вдруг нарвутся там на военного, а если вдруг там еще и при оружии будет оружия масса? А как здесь будет в этом случае? Это абсолютный беспредел творится. И это в Киеве, в столице, где все в камерах, где вот такие блокпосты. Но это общество всячески хотят, ну, как бы так, разбавить и полностью его, ну, полностью деклассировать. Полностью. Такая замечательная страна, которая побеждает, которая изнутри буквально разваливается. Это вот эта утопающая Одесса и претензия, где наезжает на смелянского главу Укрпошты Гончаренко. Значит, вот так выглядит в Одесской области господин Смелянский, собственно, отделение Укрпочты. Как туда должна бабушка заходить, женщина с коляской? Может, вам не хватает 1 миллион на зарплаты в месяц, чтобы выполнять свою работу, следить за состоянием отделений. За эту работу руководство Укрпочты еще 36 миллионов на премии выделили. Может, сразу медаль вам выдать.
нам нужен эффективный менеджмент и все остальное. Да не нужна Укрпочта им. Укрпочта это для бедных, это для плебса. На Гелендвагене не подъезжают к Укрпочте. На велосипеде подъезжают. Ну так этого можно или в ТЦК засунуть против воли, или на 0 помножить, или еще до крайняк, если еще там взять и вломить ему, то и все. И зачем ему Укрпочта? Зачем там ремонты делать? Нет, деньги надо осваивать, конечно же, предприятие государственное. Вы что? Чего ты, Гончаренко, возмущаешься? Да и вообще скоро вот этих украинцев там перебьют или в тылу, или на передовой, или дронами, или вот такие придурки. Или позбивают на своих новых тачках, которые понакупали. Зачем они нужны, эти украинцы? Новых завезут. Соцсети просто демонстрируют и открывают глаза нам же, украинцам, на нас же, украинцев. Значит, вот абсолютно рандомный пользователь Татьяна Алховикова в своих соцсетях, в общем, пересылает новость от Times of Ukraine. Новость звучит так. В Украине начался ввоз трудовых мигрантов с Южной Азии, в основном из Индии и Бангладеша, потому что из страны выехало много мужчин 18-22. Вот такая новость передает BBC. Значит, она пересылает и недоумевает. И говорит, результаты эмиграции. Красивые дети, вкусный карри, миролюбивая религия. А какие минусы, спрашивает? Понятно, в комментариях понаписывали ей, но человек абсолютно со стерильным мозгом и чувством собственного достоинства задает такие вопросы. Ну, приедут хорошо, приедут эти из Бангладеша, из Индии, соус карри вкусный, дети красивые. Вообще, может, она любит индийские фильмы, там они все такие, класс. И религия у них миролюбивая, это вообще замечательные люди. Чего вы переживаете? Все хорошо, все отлично. Ну, случился инцидент на дороге, ну, там вломил этот мажор мужику, чуть не убил. Дай бог, чтобы все нормально с ним дальше было. Ну, полиция, смотрите, как классно. Классно полиция. Взяла и раз, и задержала. Замечательно же. Чего вы переживаете? Вообще, все у нас хорошо. И страна, как эта колбаса, потужна. Ковбаска потужна. Взвесьте, пожалуйста, мне полкило потужности. За 100 грамм 79 гривен. Кило 790. Нормально. Отлично. Хорошо живем. Да и вообще у нас все Одесса, Одесса. Переживайте за Одессу. Нет, все нормально в Одессе. Абсолютно нормально. Там вот есть такая жизнь. Есть вот эти страдающие, которых сносит потоком воды. А есть люди, которые нормально приходят в нормальные супермаркеты, покупают нормальную себе бутылочку вина. Одесса, Ля Сельпо. Вот можно купить бутылочку вина за 134 тысячи. 134 тысячи с половиной гривен. Бутылочка вина. Ну, то есть, Ля Сельпо, элитный магазин. Все хорошо. Нормальные цены. 15-й год урожай, красное вино, 1,5 литра. Все, хорошая цена, надо брать. Вот, как надо жить. Надо жить так, чтобы вот вино такое попивать. 499 гривен. Но если многовато, можно взять за 56 999. Но это уже 0,7. Это уже не 1,5 литра. Нормально все в Одессе. Это вы тут дорогу не можете перейти, потому что, видите ли, дождь пошел и беда на улицах. Да? А винца выпейте за 134 тысячи, и все будет хорошо. И это стоит, это продается, это для кого-то продается. В воюющей стране,
где все просят сбросить 2 гривни на армию, которую потом украдет чувак с Гелендвагена на пошиве формы, например, да, или на других вещах. Вот такая война. Ну и закончим основной шум, да, вот, гастрономии, там, перешли на гастрономическую тему. Есть колбаска потужна, но символом всего происходящего внутри страны является, наверное, вот это произведение искусства. В Тернопольской области директор музея написал картину, настоящую, украинскую, «Черный вареник». Фамилия директора музея в Тернопольской области Левчук. Он как бы пишет, художник. И вот такие, так сказать, картины демонстрируют и, ну как, говорят нам о том, что Украина — это, ну вот, черный вареник, это прям символ украинской идентичности, быта, семейного тепла. Фон имеет цвет сметаны. Черный цвет ассоциируется по большей части с пустотой, трауром, глубокими размышлениями или абстракцией, трансформирует этот образ во что-то метафизическое. Представляете? Метафизическое. Метафизика. Ну, вот такая вот у нас страна метафизическая. Если говорить о новостях, которые там во время шума проходили, Зеленский обеспокоился судьбой Запорожской атомной электростанции, говорит, за удары по Харькову и Днепру сегодняшние. Ну, правда, что по колл-центру били, конечно, надо отвечать, будет серьезный ответ. В общем, потужность идет, а жизнь страны превращается в черный вареник. Как-то так. Друзья, всем большое спасибо. Моше Израилевич, спасибо большое за то, что стали спонсором. Анна Салам, спасибо за донат, спасибо за суперчаты, суперстикеры. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете. Подведем итоги нашего опроса. 15 тысяч человек проголосовали. Кто больше хочет закончить войну немедленно? Зеленский 2%, Путин 11%, Трамп 10% и 77% народ, ну или народы, то есть народ больше всех хочет закончить эту войну. Да, Малевич черный квадрат, Левчук черный вареник, действительно. Друзья, более 2 часов мы онлайн. Да, комментарии просто супер, радуются здесь пользователи. Спасибо большое. Спасибо за то, что ставите лайки. 2 буквально момента. Я хотел бы еще все-таки... Есть рубрика «Колобок, куда мы катимся», да, и можно писать на предложку, можно оставлять в клубе зрителей в телеграм-канале свой какой-то комментарий, да, или свое мнение. Давайте все-таки немножко послушаем людей, которые воспользовались этой функцией. В клубе закрытом Дима С. пишет, как сказано в классике «Чует мое сердце», мы накануне грандиозного шухера. Александр, согласны с этим или просто нагнетается истерия для еще большего распила на военные расходы? Пугает то, что Зеленский расправил крылья, еще больше стал угрожать России. Видимо, что-то знает, не может себе удержать. Одновременно с этим странные разговоры между Путиным и Лукашенко о выживании. Тут еще неизвестные дроны над Европой, как оправдание каких-то решений, которые могут быть в будущем. Да еще и сегодня выяснилось, что американские военные к чему-то готовятся. Кажется, что-то будет и коснется не только тех, кто находится на территории Украины и России. Третья мировая в острой фазе, может еще скоро на нас нападут инопланетяне. В общем, живем в интересное время. То ковид, то это. Будет что внукам рассказывать, если, конечно, человечество выживет. Человечество выживет, но не все. И очень хочется, конечно, Дима, чтобы были у нас внуки. Я думаю, что мы накануне грандиозного шухера, и этот шухер после определенного, ну, такого большого бадабума, да,
будет быстрый исход, быстрый конец. Кто-то говорит, что прорвет на фронте, причем в неожиданном месте. Толковые аналитики говорят, что будет резко, и это быстро всех заставит встрепенуться. Упоминание Запорожской атомной электростанции сегодня Зеленским во время обращения тоже не случайно. Эту тему пытались доставать, вы помните, несколько раз, но не давали. А сегодня у него есть карт-бланш достать эту тему. Кто-то говорит, что это просто для того, чтобы американцы зашли, и типа, а Украина сказала, мы освободили, а русские как бы сдали и умылись. Но так будет вряд ли. Поэтому там тонкое место и может быть некая трагедия, которая заставит всех остановиться через трагедию. Посмотрим. Но то, что что-то готовится, это да. Ну а насчет армии американской, тут тоже есть такой нюанс. Ну, Трамп больно смотреть на свою армию было на параде, помните, в июне месяце? Ну, это позорище. Топтались вот это, как вот в воду в ступе боевые солдаты. И сравните с парадом, например, который был в Пекине. Вояки, которые воюют сейчас, Россия и Украина, против друг друга в сухопутной компоненте, ну это же там натовцы, они в подметке не годятся. Они не умеют ни дроны сбивать, ни воевать вот так, типа по-новому, вместе с дронами. Они умеют воевать против каких-нибудь там бородатых маджахедов, там, забросать их какими-нибудь там, не знаю, вот этими снарядами, какими-нибудь томагавками и сказать, все, мы вас победили, а потом проситься после тяжелейшего позорного ухода, говорит, давайте нам возвращайте базу Баграм в Афганистане, потому что вот эти маджахеды, вот эти люди в тапках, они тоже уже современнее получается. Получается, победоносно можно воевать только против каких-нибудь там африканских племен. Вот это и бесит Трампа. Оксана, здравствуйте, Александр. Задаюсь вопросом каждый раз, когда происходят новые обстрелы, полеты беспилотника над Европой и тому подобные вещи. Так вот, каждый раз, что бы ни случилось, во всем виноваты россияне. Вопрос простой. Где хоть одно официальное расследование с фактами, ссылками на официальные источники? Ведь сегодня с помощью спутников можно отслеживать все до малейших деталей. А то получается, что где-то на высшем уровне все знают, а с нам смердом вскармливают всякую чушь. Нас что, действительно за последних идиотов считают? Если это так, то получается, что это месиво выгодно всем, кроме простых людей. Что вы думаете по этому вопросу? Где честное расследование? Не будет честных расследований, потому что, чтобы было расследование честное, нужно деньги. Денег дать для честного расследования. Крышей обеспечить, чтобы никто не пришел, не прихлопнул после этого честного расследования. Поэтому расследования честного не будет. Не будет. У меня, например, тоже очень много вопросов к этому украинскому Владимиру Ж, которого депортируют в Германию сейчас по подрыву северных потоков. Мол, это он там погружался, там вот это все. Ну, елки-палки, ну просто слив, да? Конкретно там спихивание опять на Украину этой темы. Спихнули, это украинцы. А это кто? А это украинцы, не переживайте. А потому что война в Украине. Да, а нас всех держат за идиотов. Добрый вечер всем из России. Олег пишет, снова как деревенский дурачок со своими идеями, даже не своими этим идеям 200 лет, воплощены в жизнь на практике, показали эффективность. Нам внушили, что все, что хорошего было в СССР, достигалось репрессиями, миллионами жертв. Были жертвы, да, несомненно, были невинно пострадавшие, безусловно. Но что на другой чаше весов? Страна большая, великая, первый человек в космосе, дружба народов, как говорили предки, мы нуждались, но наши дети будут жить лучше, как говорят сейчас, после нас хоть потоп. А последние 3 года разговоры о репрессиях, голодоморах звучат особенно цинично, мерзко в тот момент, когда в режиме реального времени, пока я пишу, пока вы читаете, гибнут десятки, сотни молодых и не очень мужчин, женщин. За что? За какое будущее? А мы часами обсуждаем, что сказал Путин, Трамп, Зеленский и другие. Как посмотрели, как чихнули и так далее. Это все мишура и завеса для плебса. Если хотите понять, за что ведется война, смотрите на Forbes. Кто сколько прибавил в весе. А мы для этого списка просто статистика, муравьи, рабочая сила. Нет русского, украинского мира и других миров. Есть интересы классов. Лично мне, русскому, родившему, выросшему в России, никто на этом основании не сделает скидку в 5, не снизит процент по кредиту, как украинцу в Киеве, не даст субсидию на ЖКХ, только потому, что он в вышиванке сидит и разговаривает исключительно на мове. Для земляков хочу сделать предсказание, как говорится, запомните твит. Мы еще в своей стране увидим бусики ТЦК.
Это в России имеет в виду Олег. Поверьте на слово, не в этот раз, так в следующий. СВО. Я патриот своей страны, просто у меня несколько иное понимание патриотизма, нежели у большинства моих сограждан. Нас, русских, украинцев, казахов, почти всех на земле, простых работяг, нет отечества. Есть место, где мы родились. Отечество, отчий дом, где тебе рады, где тебе всегда помогут, обогреют, вылечат. А ответьте честно сами себе, вам в ваших странах помогут? Без денег. Я понимаю, что пишу пустоту, но есть слабая надежда, что кто-то заценит, как меня за эти 7 лет, к чему тут наглал жутик, к тому, что выход есть, и он на поверхности. Спасибо, Олег, за ваш этот пост. Может быть, кто-то его и услышит и прокомментирует в шуме. Все-таки мы шумим, да? Вот такой рубрика, напомню, называется «Колобок», куда мы катимся. Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем эфире. Спасибо большое чату. Это очень здорово, что вы поддерживаете. Ох, он летит, несется. Шелест, как думаешь, ультраправые, например, АДГ придут к власти или левые останутся, как думаешь, станет ли Европа великой, и независимой и сильной? Ну, смотрите, Вайдель производит впечатление. Я думал, это все, она производит впечатление. Как она держится, как она говорит, как она вообще с этими, вот этой либеротой вот этой, да, как она строит логику. Люди устанут наконец-то от этой всей хрени и захотят, чтобы политик смог связать предложение не 1, 2, 3, 5, а 15 логично выстроенных предложений обществу. Общество наконец-то захочет этих предложений. Хоть там Олег пишет там из России, там увидим бусики туда-сюда, но там в России хотя бы предложениями пытаются разговаривать политики с русским народом. В Европе уже не так, вы видите. В Украине и подавно, послушайте Зеленского, послушайте эти все моменты. Нет стройной логики, нет какого-то предложения тебе как гражданину. Есть вечная обида, передергивание, вот это вот все. Европа такая же. Распил денег, нажива и так далее. И, конечно, есть шансы. Ну, вот, посмотрели сегодня на АДГшную. Шелест так держать. Спасибо большое, Платон Дворянинов. Почему Арестович и Шелестя говорят правду матку не из России, а из гиблых стран типа США и Европы? Майкл задает вопрос. Ну, потому что. Пока можно. Ну, если YouTube не выключат, если там, например, другие каналы связи не прикроют, если не постучат в дверь, просто в дверь пока не стучат. А так и скоро могут постучать. Вот это и все. Вот и все. Так. Будет ли в эфире Латынина? Почему давно не видно? Ну, ничего такого. Может и будет, почему бы и нет. То есть, но как бы просто... Ну, хорошо, что напомнили, спасибо, может и будет. Доживет ли Зеленский до конца войны с Россией? Я тоже задаю этим вопросом, у меня нет окончательного ответа. Я думаю, что... Ну, до перемирия доживет. Так, про сделку по недрам все забыли. Нет, почему? Все помнят. Нормальная сделка, все работает. Будут ли эфиры с Мураевым? Да, возможно, будут в ближайшее время. Значит, Свободу Карасеву списал с Януковичем. С Карасевым, ну, пока такая ситуация юридическая. Когда эфир с Януковичем ты обещал? Когда я обещал эфир с Януковичем? В смысле, выходил и говорил, я обещаю будет. Нет, конечно, вы что? Такого не обещал. Януковича в эфир понесла здесь, да, сразу. Повторит ли Зеленский судьбу Саакашвили? В смысле, сядет на родине? Посмотрим. Ну, за что есть? Ну, я думаю, вряд ли. Мне кажется, все под грохотом обломков Европы он тихонечко на цыпочках куда-нибудь слиняет к другу Хавьеру Милею в Аргентину и будет там хорошо себя чувствовать. Михаил, Саша, как считаете, чем был ковид? Распилом денег, проектом и пробой новых социальных инженерных методов, ну,
на общество воздействие. Пообещай, не буду. Значит, ну, понятно, тут пишут. Так, друзья, всем большое спасибо. Спивак ушел, ну, может, вернется, посмотрим. То есть, пауза. Профилактическая. Шелест похож на молодого Януковича. Насколько молодого? Какого именно? Старшего, младшего, среднего? Личная просьба. Так, не знаю, кто такой Александр, 4-е измерение. Лина Востроилова. Спасибо большое. Ну, полезно для простых украинцев. Спасибо за просьбу. Постараюсь таки узнать, кто это такой. Не потому, что это не унижение. Правда, не знаю, что за 4-е измерение. Вот при всем уважении. Узнаю. То есть это никто не пытается что-то. Я не знаю. То есть если я знаю что-то, я говорю. Если не знаю, то не знаю. Будем попытаться пробовать. Так. Так, в России настоящее свобода слова, что не из России вещаешь, ждешь чего? Подождите, я никто не говорил, что в России прям свобода слова. Я такое говорил? Нет. Громко шумели сегодня. Спасибо большое, Виктор, да? Сталева прося Украина. Нет, этот Железный Дикобраз. Обнимашки тебе, Шелли. Спасибо вам большое. Так, 4-е измерение классный. Узнаю, кто такое, смогу расценить или что-то возразить. Пока, ну, не смотрел. Извините. Так, ну да, Янукович свята людина, особенно по сравнению с тем, что происходит сейчас. Друзья, отдельная просьба к каждому из вас. Поставьте, пожалуйста, лайк. Для алгоритмов YouTube это очень важно. Тем более, что, знаете, ну, важно демонстрировать системе, что здесь живые люди, нормальная, классная атмосфера, настоящие лайки и пальчики вверх, без всяких вот этих всех закидонов и разнообразной там ботафермской какой-то там истории. Здесь мы шумим честно, открыто и правильно вы пишете громко. Потому что, во-первых, есть очень много злых и нехороших людей, которые в угоду разного рода зеленым и позеленевшим режимам и интересам пытаются так или иначе повлиять на и алгоритмы, и сам YouTube. Я не Трамп, я не отсужу канал, но если вы поможете лайком и своим комментарием, то все будет хорошо. Ну, только так, никак по-другому. Спасибо, что были вместе. Всем добра и света, доброй ночи. Хорошо пошумели.